Доброе утро, дорогие товарищи, доброе утро, здравствуйте. В эфире «Изолента Лайф», наш понедельничный утренний выпуск. Сегодня у нас выходной, но кому выходной, а кому и не очень. Мы сегодня будем вещать вот без 10:11 мы начали, мы сейчас ждем Родиона Мирошника. В 11 присоединится Кирилл Вышинский, Кира Сазонова, ну и так далее там по списку. Список у нас там внизу, расписание, сетка вещания под эфиром. И вечером мы сегодня тоже вещаем в полном объеме, много интересных гостей, в том числе, скорее всего, будет тема про биологическое оружие, которое было найдено на территории Украины. И мы отдельно посвятим, я думаю, что этому у нас будет гость по этому вопросу, отдельно посвятим этому какое-то наше эфирное время. Сейчас, пока мы ожидаем Родиона Мирошника, надеюсь, что он все-таки к нам присоединится. Почему именно он? Вот он сообщает, что через 2 минуты. Почему именно он, почему именно сейчас? Сегодня произошло, я не знаю, как он нам расскажет, что это конкретно, да, но по факту это взрыв на нефтебазе в Луганске, который был заметен издалека. Мы можем сейчас показать видео. Я не знаю, можем ли мы сейчас показать? Ага, ну вот когда дождемся пока Родиона, покажем видео. Очень сильная задымленность, дым виден за много километров. Пока непонятно, что это было. То есть мы сейчас вот это вот все хотим как раз у Родиона и спросить. Ну и, естественно, будем сегодня обсуждать новости и с нашими гостями пытаться понять, что и как происходит. Сегодня из интересного, что было ночью, то, что обязательно нужно упомянуть, газета Associated Press, это одна из авторитетнейших европейских газет, сообщила о том, что европейская экономика разорвана в клочья, прокидывая как бы аллюзию к словам Барака Обамы, что российская экономика разорвана в клочья. Вот Родион к нам присоединяется. Родион, доброе утро. Сейчас мы выведем вас на экран. Уже в эфире, да, все нормально. Окей, Родион, еще раз доброе утро. Доброе. Мы сегодня с утра все увидели кадры взрыва на, я так понимаю, это нефтебаза, да, в Луганске, или нефтеперерабатывающий какой-то комбинат? Да, нет, это нефтебаза, это, наверное, крупнейшая база именно города Луганска. Она очень давно существует, и там обычно формируются некие запасы для автозаправочных станций, для коммунальных предприятий, для всего прочего. То есть, явно не военного назначения объект. Слава богу, он находится в промзоне, то есть, несколько отдалений от жилых массивов, вот на территории, где, собственно, традиционно вокруг находятся какие-то там заводы, фабрики, склады. Вот, и туда был прилет из Северодонецка, скорее всего, или из его пригорода, который еще контролируется Украиной, и явно использовалась ракета .У. Буквально это в 6:56 произошло. И мы знаем, что в это же время произошел обстрел еще ряда объектов, по крайней мере, одна ракета летела на Горловку, а другая ракета летела вообще по Ростовской области. Но обеим сработали системы ПВО, то есть 2 ракеты были сбиты, одна таки долетела вот до нашей нефтебазы, где, собственно, и, по данным МЧС, 2 бочки, такие большие там многотонные бочки, в которых хранились дизельное топливо и бензин, они были разрушены, и там произошло возгорание. Значит, сейчас 11 расчетов работает на этой территории. Пожарная, да, МЧС. Да, вот она, территория локализована, и, ребята, во-первых, не дают разойтись пламени, и, наверное, будут тушить или, там, где будет выгорать просто топливо, если так будет проще. А самый важный вопрос, жертв нет, я надеюсь? Я очень на это надеюсь, но вы знаете, вот когда такая суматоха, то есть точно сказать нельзя. То есть пока, по данным МЧС, никто из людей не пострадал, потому что, собственно, 7 утра, сама нефтебаза, то есть, единственное, кто там могли быть, это, скорее всего, охрана, либо, какие-то люди, которые там присматривают, собственно, за хозяйством. Поэтому я очень надеюсь, что это не коснулось людей. Но явно видна попытка нанести удар по инфраструктуре. То есть явно думаю, что вот именно били по конкретным координатам. Украина давно проводит эту тактику, то есть их задача, они многократно пытались взорвать нефтебазу в Донецке. То есть многократно сбивали БПЛА, были там и попытки, тоже были попытки возгорания или разбомбить ее, или как-то нанести ущерб. То есть это, знаете, такая вот
тактика оставить людей без, ну, в данном случае, без энергоснабжения, без возможности заправлять свои автомобили, развозить хлеб, там, чтобы работал городской транспорт. То есть, ну, то есть мы понимаем разницу, да, между колонной военных там, бочек, да, и городским хранилищем нефтепродуктов. То есть это существенная разница. Но я, знаете, отвлекусь на секунду. 2014 год, вот тогда для нас было шоком, когда украинская сторона била непосредственно по водонапорным объектам, ну, то есть водонапорная башня, которая приводилась в негодность, и тут же сажали несколько снайперов, которые не подпускали туда просто ремонтные бригады. То есть главная задача людей — создать невыносимые условия жизни. Поэтому этим никогда Украина не брезговала, и это делать сейчас целенаправленно. Ребята нашли части ракеты, на которой четко видна маркировка, что это точка У. Кроме Украины точку У не использует никто. Поэтому здесь доказательная база налицо. Да, конечно, по-русски это терроризм называется, так-то, по большому счету, когда запугивание населения и уничтожение гражданской инфраструктуры. ВСУ сейчас занимается именно этим. Сейчас, кстати, очень напряженная ситуация в Харькове. Мы об этом еще поговорим. Там попытка эвакуироваться огромного количества людей. Что сейчас, последний вопрос, чтобы не задерживать вас надолго. Что сейчас вообще с оперативной обстановкой вокруг Луганска? Как движение и какие перспективы? Ну, смотрите, ситуация вот в двух республиках, я просто скажу в сравнении. От Луганска удалось немного отодвинуть линию соприкосновения, поэтому вот такие залеты бывают, ну, когда прилеты, точнее, бывают только тогда, когда используется, ну, слишком уж дальнобойное вооружение, ну, в частности, точка У, она может быть там, на очень много километров, как бы, да, поэтому там отодвигать. А вот то, что использовалось, там, минометы, ствольная артиллерия, они, по крайней мере, отодвинуты именно от Луганска. Но это не значит, что от Луганской Народной Республики, потому что вот такие города, как Первомайск, Кировск, поселок Донецкий, они регулярно обстреливаются. Вчера многократно было большое количество прилетов, 2 человека ранено. Вот, и это все идет с той группировки, которая находится вот на Дебальцевском направлении. И там уже, ну, на протяжении там 7, по крайней мере, лет, там они врывались в землю, то есть там бетонированные, эшелонированные заграждения, из которых вот бьют из уже, собственно, любой техники. То есть используется и РСЗО, то есть грады, используются гаубицы 152, используется артиллерия 122 миллиметра. То есть там применяется уже все, в ход идет все. Единственное, на что мы очень надеемся, сейчас, судя по там, данным, которым мы располагаем, очень скоро должен захлопнуться этот котел. Потому что уже терпеть вот эти постоянные издевательства, обстрелы именно мирных городов, жилых массивов, то есть уже на самом деле нет никаких сил. По крайней мере, это же достается и Горловке. Горловка — это вообще, ну, по сути дела, вот, сравнимые два города, Горловка и Первомайск, которые оставались все это время на линии соприкосновения. Это города, которые получают огромное количество прилетов. И вот по данным Ивана Приходького, мэр Горловки, который, ну, на самом деле героический мэр, вот, он сказал, что на вчерашний день было там, по-моему, более 650 обстрелов этого города. То есть вы представляете, во что превращается город, и на самом деле стоит вопрос о новой эвакуации людей оттуда, потому что стреляют по детским садам, стреляют по школам, стреляют по объектам инфраструктуры, обстреливают улицы. То есть это все идет нагло, цинично. То есть, ну, по сути, Украина ведет войну не с войсками. Украина ведет войну с людьми. И вот сейчас, когда заявляются, потому что, ребята, мы открываем там 7 гуманитарных коридоров для выхода, то вот я сейчас мониторю пространство Украины, то там все активно говорят: ага, там есть подвох, они хотят вывести людей на территорию России. Вот почему-то ОБСЕ, которая сейчас очень активно, извините, сматывает удочки и удаляется с нашей территории, их совершенно не смущает, что они выезжают на территорию России и потом благополучно двигаются, куда им только захочется. А вот людей, которые находятся под ударами, которые, ну, реально у них на грани жизни и смерти вопрос. Да, то есть не-не-не, на Украину никак нельзя. Нужно срочно обязательно перевести в какой-то город и подзавести еще в какую-нибудь ситуацию, чтобы риск их жизни только увеличивался. Поэтому это цинизм со стороны Украины, и уж точно жизнь этих людей вот совершенно не беспокоит. Поэтому, ну, к сожалению, вот придется освобождать этих людей, потому что украинская власть, она, ну, очень ресурсно относится к этому. То есть люди для них щит, люди для них, ну, не знаю, там, какие-то вот подходы они исповедуют, что ими можно защититься, что если они будут, то тогда не будут обстреливать и так далее и тому подобное. То есть, ну, это очень жестко. Это для нормального человека, это, в принципе, неприемлемый подход.
Родион, спасибо огромное за оперативную информацию из Луганска. Мы будем держать руку на пульсе. И если вы позволите, с вами еще мы тогда будем консультироваться по этим вопросам. Спасибо большое, Родион. Всего хорошего. Да, всего хорошего дня вам. Так, мы продолжаем. У нас наш любимый традиционный понедельник. Кира Сазонова, Кирилл Вышинский. Доброе утро. Доброе утро. Как прошли ваши выходные? Вернее, как идут ваши выходные? Я могу не про выходные, я могу про утро рассказать, потому что у меня утро начиналось с того, что газ на европейской бирже стоил 2500, и потом это даже не каждый час, а каждые полчаса менялось. То есть там 2500, 600, 700, 800, 900, и вот сейчас мы вышли на 3. Вот мне интересно, когда мы закончим передачу, что же будет, собственно, с ценой на европейский газ там через час какой-то, потому что это абсолютно исторический рекорд, такого не было никогда. Был, конечно, газ 3000 в Китае в самые такие жесткие пандемийные времена, но, конечно, для европейцев это абсолютный шок, поэтому, чтобы вы все понимали, наши зрители и слушатели, сегодня у всех непростые времена, потому что ситуация санкций, она всегда обоюдоострая, то есть больно и тому, кто вводит, больно и тому, собственно, против кого вводятся санкции. Поэтому, конечно, сейчас, мне кажется, расчет в том числе на то, у кого там первыми сдадут нервы и так далее. Нефть у нас 139, но я думаю, что рекорд-то, конечно, будет побит. Рекорд 143, 2008 год, мировой финансовый кризис. Я думаю, что мы не просто побьем, мы побьем прям, что называется, с запасом. Конечно. Да, и сегодня с утра переписывался как раз я с трейдерами, не буду называть, чтобы не рекламировать, они нам не платят за это, за одной очень известной нашей конторы. Они сказали, что сейчас ожидается уровень 3600 сегодня, то есть они поборются, газ поборется за этот уровень. Ну, про нефть вообще прогнозов нет. То есть первый случай, наверное, на моей памяти, когда специалисты сидят такие, смотрят, и глаза вот так вот, и больше ничего не происходит, они просто ждут, куда оно будет лезть. Дальше там может и 200 быть, и больше, потому что прямо вот так. Кирилл, да. Ты как? Кирилл уже 8 марта, судя по тюльпанчикам, красивым. Подожди, кто тебе подарил тюльпаны, Кирилл? Скажи, пожалуйста, кто тебе на 8 марта? Это я хотел поздравить Киру с наступающим, ну и, конечно же, создать атмосферу правильную в эти, пусть и непростые, но тем не менее праздничные дни. Поэтому, собственно говоря, я последние несколько дней, ну, понятное дело, что достаточно много работал, но тем не менее, вот вчера я перестал через каждые 20 минут погружаться в телефон, следить за курсами, сообщениями и так далее, потому что, ну, я считаю, что в такой ситуации, я всем это рекомендую, всегда есть необходимость взять паузу, просто из виртуального мира перейти в мир реальный, посмотреть, что происходит на улице, погулять, пообщаться с людьми, причем заранее договорившись о том, что о политике и о текущем моменте говорить не будем. Значит, посмотреть, может быть, какое-то хорошее кино или сериал. Это всегда важно для того, чтобы просто не потерять эмоциональную стабильность. Она сейчас очень важна, потому что вот мы сидим в этом виртуальном мире, погружены в него, так сказать, с тревогой следим за новостями. Эти ушли, значит, эти закрылись, тут что-то выросло, значит, здесь что-то изменилось и так далее. Ну, а что, собственно говоря, ну вот мы следим за этим, да, это как-то влияет на наш эмоциональный фон, а как это меняет? Что, все бросились вот там сообщение о том, что Прадо закрывает магазины, Луи Виттон закрывает магазины. Я вчера гулял по центру, да, действительно, они закрыты. Что, все бросились скупать Луи Виттон и Прадо? Ну, Черкизон как раз все поехали за Луи Виттоном. Нет, но, там обычно его покупают же все. Ну, опять же, как бы, это такой очень хитрый уход, да, вернее, значит, такой, как это, о том, что в старом анекдоте, о том, что британцы уходят не прощаясь, а евреи прощаются, но не уходят. Я когда вчера прошелся мимо Луи Виттона, значит, и правда по центру, в районе Кузнецкого моста, значит, я увидел, да, объявление, значит, мы временно приостанавливаем, значит, ну а внизу телефон. Все вопросы связаны, так сказать,
соответственно, вашу работу вы можете уточнять по этому телефону. Я прекрасно понимаю, что по этому телефону вы можете позвонить и узнать, по какой текущей цене вы там сможете купить ассортимент, который указан, предположим, на сайте. Ну, в общем, повторюсь, что реальная жизнь, она точно многообразнее, чем вот огромный вал сообщений, значит, про то, что сейчас происходит. Ну, просто потому, что это реальная жизнь, а не виртуальная. Поэтому я, например, вчера устроил себе день реальной жизни. Вот ты молодец. Слушай, а у меня другая. Я поймался на том, что, ну, вести приходится много, да, мы сейчас уже вещать будем на этой неделе к 10 часам, у нас вещание будет подходить по суммарному совокупному времени в сутки, и дальше будем увеличивать. Просто уже я начал, помните фильм «Матрица», когда человек сидит перед экраном, у него там зеленые циферки бегут, а у него в голове образы рождаются, да, то есть он эти циферки читает как книгу, и у него, значит, в голове образы. И вот я, значит, сегодня смотрю сводку с утра. Нефть такая-то, газ такой-то, рубль такой-то, доллар такой-то. И у меня в голове картинка. И это же идеальная модель процветания нашей страны. Бюджет у нас в рублях, рубль растет. Продажи нефти и газа растут, цена на нефть и газ растет, мы наполняем бюджет, мы получаем валюту и наполняем бюджет в рублях по большему курсу. Это, по-моему, просто золотое сечение для нашей экономики, вот эта вот формула. Ну, то есть, ты как ни посмотри, одни плюсы. И фиг с ними, с этими Луи Виттонами там и прочими, они будут нам из-под полы все это дело все равно продавать, я так понимаю. Как сказал Ильдар Муртазин, iPhone, в смысле Apple, после всех санкций продолжает работать в Северной Корее. И вообще не париться на эту тему, потому что бизнес бизнесом, и деньги деньгами, а санкции санкциями. Давайте плавно перейдем к обстановке, которая сейчас у нас происходит на Украине и в Донецкой и Луганской. У нас только что был Родион Мирошник, мы говорили по поводу Луганской нефтебазы, которую взорвали сегодня с утра, и он подчеркнул, что Украина продолжает форсировать гуманитарную катастрофу и подталкивает, ну, как бы ведет все свои действия к тому, чтобы подтолкнуть республики именно к гуманитарной катастрофе. То есть воюют с мирными людьми. Но мы смотрим, что это происходит не только в республиках, но еще и на территории самой Украины. То, что сейчас происходит с гуманитарными коридорами, которые не соблюдаются никоим образом, и Россия проявляет инициативу, уже Франция проявляет инициативу, да? Уже наши с беспилотников контролируют это дело все, что, кстати, денег стоит, по большому-то счету. Это же не просто так, это же операция достаточно сложная. А украинцы пытаются, вопреки всем увещеваниям уже Европы и России, не только России, все это дело нарушить. Сейчас в Харькове происходит определенного рода гуманитарная катастрофа. Мы покажем, мы сейчас фоном показываем видео, фотографии во время эфиров, новый чуть-чуть, ну, меняем чуть-чуть формат, и чтобы зрители наши видели, без звука, просто. То, что сейчас творится на вокзале в Харькове, это, ну, я увидел, у меня волосы дыбом стали. Кира, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы видим эту фотографию, это просто, это катастрофа, потому что не дай бог что, вот какая-то паника. Кто-то закричал, да, и вот эта вот вся толпа, она начинает жутко друг друга давить с пострадавшими и так далее. Причем это может быть умышленная провокация, это может быть выстрел в воздух, это может быть все что угодно. Кира, скажите, вы как человек права, скажем так, да, что вы, какой выход вы видите, какие, может быть, будут потом последствия, не знаю, вот после всего этого, как с этим быть, потому что это же ужасно, то, что сейчас происходит. Ну, это ужасно, и есть отрасль международного права, которая очень тяжело, я бы сказала, в муках и в крови рождалась, она называется международное гуманитарное право. А огромная проблема этой отрасли в том, что она согласовывается всегда после драки. А когда, в общем-то, дело доходит до очередной драки, про это все очень быстро забывают. И единственное, там, на что можно уповать, если это является хоть каким-нибудь утешением, это то, что вот когда вот эта драка закончится, может быть, если силы света победят, то тогда будет некое судилище, трибунал, некий процесс, подобный там Нюрнбергскому, Токийскому и так далее. И это что-то даст. Но, конечно, и то, что ушла миссия ОБСЕ, и то, что ООН сейчас тоже фактически находится в парализованном положении, я имею в виду Совбез, ну, по понятным причинам, потому что 5 стран имеют право вето. По сути, гуманитарной составляющей сегодня, кроме России, не занимается никто. Но проблема в том, что здесь нужно какая-никакая, все-таки, чтобы была взаимность, а ее нет.
И я, собственно, когда были вот эти вторые переговоры, я изначально, в общем-то, была суперскептически к ним настроена, потому что я не очень вообще понимаю субъектность, во-первых, этих переговорщиков, я не очень понимаю ту повестку, которую они заявляли с самого начала, потому что, ну, она такая суперочевидная, и о чем здесь переговариваться, ну, не совсем понятно. То есть то, что гуманитарные коридоры должны быть, и не только в плане того, что люди должны оттуда выходить, но и по ним должны поступать и медикаменты, и питание, и продукты первой необходимости, потому что бывают разные ситуации. Сейчас представьте, каково людям, которые там лежачие, например, больные, инвалиды, те, кто в больницах лежат, там прикованные к капельницам и так далее. Естественно, гуманитарная составляющая, она должна быть реализована в полной мере, и, собственно, в мирное время, когда вот прям все хорошо, и международное право изучают в всяких военных академиях, в Вестпойнте тот же самый американский, у них там очень такой мощный курс гуманитарного права, как ни странно прозвучит, всегда говорят, в общем-то, простую вещь о том, что, в общем-то, если вот соблюдать все то, о чем государство договаривается после драки, то, по идее, задача гуманитарного права – это ювелирный обход мирного населения и точечное уничтожение военных объектов противника. И все еще говорят, нет, но это очень сложно сделать, и американцы сами, в общем-то, всегда первые об этом твердят, особенно если, например, говорить про условия Ближнего Востока, где, в общем-то, мирная инфраструктура с военной очень плотно переплетена, и, в принципе, плотность населения очень высока. Поэтому это все сложно. И то, что продемонстрировала российская армия, кстати, в последние 10 дней, это вызывает невероятное восхищение даже у наших самых таких серьезных идеологических противников именно с технической точки зрения. Именно поэтому это военная спецоперация, а не война, как любят там сейчас везде говорить, потому что так не воюют, воюют по-другому. Особенно с учетом возможностей российской армии. И это действительно не война, а это именно что попытка точечного устранения вот этих самых военных объектов. Но проблема в том, что наши визави, они действуют совершенно иначе. То есть они уничтожают собственную инфраструктуру, видимо, по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Потому что, видимо, терять уже нечего, поэтому, в общем-то, собственная инфраструктура и собственное население, которое фактически берется сейчас в заложники, становятся заложниками вот этой всей ситуации глобально. Поэтому мы сейчас, очевидно, говорим на разных языках. Все контрагенты вот в этой ситуации говорят на разных языках. То есть мы про гуманитарное право, а они вообще совершенно про свое, про свои цели и задачи. И даже если сейчас переговорщики кивают во всех этих беседах, то, в общем-то, это просто для того, чтобы потянуть время, для того, чтобы отсрочить какие-то неизбежные процессы, для того, чтобы замедлить продвижение наших войск и так далее, и так далее. То есть никакой в этом реальной составляющей нет, потому что если бы они хотели облегчить долю собственного населения, которое либо хочет уехать, либо хочет, но по каким-то причинам не может уехать, это можно было бы сделать. И изначально, в общем-то, российская сторона об этом говорила, что все для людей, пожалуйста, вплоть до того, что вспомните первые 3 дня, когда даже к ВСУ отношение было, ну, если не прям вот супер нежным и трепетным, то весьма и весьма таким спокойным, толерантным, лояльным, то есть мы шли на диалог там и так далее, и так далее. Поэтому я просто-напросто не вижу политической и какой угодно воли с той стороны. Поэтому у нас сейчас, конечно, вот этот абсолютный рассинхрон в том плане, что мы говорим на разных языках, он ощущается на разных юридических языках и политических. Поэтому, ну, по сути, в переговорный процесс потому и в тупике, несмотря на то, что там сегодня-завтра будет 3-й раунд переговоров, то, ну, неплохо само по себе, но, опять же, уповать на это не стоит. Но проблему, в общем-то, придется сейчас решать, видимо, как-то иначе. А в мировом масштабе вообще, ну, кроме Нюрнбергского и Токийского процессов, были прецеденты, если коротко, да, решения таких глобальных вопросов? Были прецеденты, потому что был геноцид в Руанде в начале 90-х годов, и был международный трибунал по Руанде. Собственно, наверное, из-за последних нормальных подобного плана истории, это вот как раз вот последняя, потому что также еще был с 93-го года, там почти 20 лет шел трибунал по бывшей Югославии, и вот там уже все минусы международного правосудия, они вылезли в полной мере, потому что он был такой антисербский, со всеми вытекающими, судьи были очень предвзяты, поэтому как-то к МТБЮ отношения не очень, ну и опять же вот эта вся чудовищная история с Слободаном Милошевичем, которого фактически отказали
отказали в базовом праве на медицинскую помощь, хотя Россия говорила о том, что мы готовы дать гарантии того, что вот мы его там полечим, вернем и так далее, но нас просто-напросто никто не услышал, и просто президента уморили в прямом смысле этого слова, в застенках. И, собственно, в 1998 году, кстати, Россия тогда была очень в приподнятом тоже настроении по данному поводу, был согласован вот тот самый Римский статут Международного уголовного суда, который мог наказывать, привлекать к ответственности даже первых лиц государства. И на тот момент казалось, что вот это прекрасная замена всем вот этим вот рандомным трибуналам, которые, ну, что называется, собираются в таком временном формате, нужно каждый раз искать место, нужно каждый раз писать новый устав, все это долго, трудно, хлопотно, а так вот у нас есть Международный уголовный суд, вот он работает как бы 24/7, все здорово. Но потом, опять же, вот то, что хорошо выглядит на практике, и то, что хорошо выглядит в теории, не всегда совпадает. Вот в данном случае как раз теория прекрасна, а именно поэтому подписали изначально Римский статут, а практика оказалась совершенно никакущей, потому что там за 15 лет 4-5 дел, на которые было ухлопано больше $1 миллиарда, слушайте, ну это не международный суд, это просто какая-то прачечная такая глобальная по отмыванию денег. Поэтому мы, как известно, вышли из Римского статута, и поэтому сейчас так на него немножечко с опаской смотрим, потому что, ну, собственно, нас это не касается, но вот из таких вот глобальных институтов это все, что есть сейчас. Поэтому если вот мы говорим про этот конкретный кейс украинский, конечно, если что-то будет, оно будет опять в формате ad-hoc, то есть по конкретному делу нужно будет что-то создавать, но это опять же в зависимости от того, чем сердце успокоится. Кирилл, скажи, пожалуйста, ну, зная историю нескольких предыдущих лет твоей жизни, мы понимаем, что для Украины и для украинского истеблишмента, как это модно было недавно говорить, пока английский язык у нас был сильно в моде в русском языке, не впервой брать заложников, прикрываться мирными людьми и прочие всякие разные вещи. Вот то, что сейчас происходит во время спецоперации со стороны украинских властей, ВСУ, нацистов, нацбатов там и прочего всего. Как ты думаешь, это в принципе возможно как-то переговорным путем остановить? Имеется в виду вот это вот прикрывание мирными людьми и прочее все. Может быть, все-таки будут эти гуманитарные коридоры, как ты считаешь? Или это нереально и придется все-таки выковыривать этих нациков из мирных кварталов? По поводу конкретных тактических действий в городах мне пока что сказать сложно, я не военный, и понятно, что там решение будет приниматься в оперативном порядке на месте. Что касается некой стратегической линии, как показывает сейчас просто украинский опыт, стратегические договоренности с этими людьми, которые приезжают на переговоры по поводу различных решения тактических задач, да, или местных задач на местности, то есть определение направления гуманитарных коридоров, их открытие и так далее. Но это просто на сегодняшний день малоосмысленные действия по одной простой причине. Не потому, что они, может быть, не хотят, может быть, даже и хотят, да? Но повлиять на ситуацию не могут. Потому что очевидно, что, например, ситуацию в Харькове из Киева не контролируют. Да, собственно говоря, я думаю, что и во многих других крупных городах ситуацию из Киева уже не контролируют. Может, как-то пытаются координировать, но не контролируют, это точно. То есть отдать приказ, который будет стопроцентно выполнен, это на сегодняшний день из Киева невозможно. Это просто очевидно, потому что страна распалась, она превращается в такую в Европу там, 16 века, 16-17, с городами-государствами. Значит, может быть, кому-то это покажется слишком такое преувеличенное сравнение, но тем не менее, мне кажется, что это будет очевидно так. Что касается тактики, то тактики украинских властей, вообще, так сказать, действия ВСУ и так далее, она все больше сближается с тактикой украинской повстанческой армии 40-х годов. Это тактика террора по отношению к местным элитам и к местному населению. Из Киева могут только выдавать ордена. Да, вот сегодняшнее утреннее сообщение о том, что нескольким главам администрации на Юго-Востоке, а также мэрам там, крупных городов на Юго-Востоке были какие-то ордена присвоены, орден Богдана Хмельницкого, там, орден мужества и так далее.
Значит, это с одной стороны. С другой стороны, то есть ничего не значащая награда в условиях, когда все распадается государство. Второе, просто идет целенаправленный террор против местной элиты. Значит, убит мэр города Кременная Луганской области, похищен, арестован мэр Купянска Харьковской области. Вот с мэром Кременной, ну и с его заявлением не очень знаком, а просто мэр Купянска буквально там 5-7 дней тому назад в соцсетях распространил заявление, что я под свою личную ответственность вместе с начальником полиции вступил в переговоры с российскими войсками. Наша цель – обеспечить для жителей города нормальное функционирование социальной инфраструктуры, значит, и безопасность. Вот под свою ответственность вступил в переговоры, значит, договорились о режиме, как это будет обеспечено, там, значит, действия коммунальных служб и так далее, и так далее. Что вот жизнь идет, надо думать о будущем, идем дальше. Значит, через день или два, значит, поступило сообщение, что этого человека неизвестные просто, так сказать, похитили. Да? А потом, значит, появилось сообщение о том, что его арестовали и, значит, ему инкриминируется государственная измена. Убит один из членов первого раунда переговоров, бизнесмен Денис Киреев. Значит, тоже, так сказать, по различным противоречивым информации, но тем не менее, ссылки на, значит, то, что его СБУ обвинило в государственной измене, предательстве и так далее. Я, как бы, так сказать, там с Киреевым история темная, потому что это произошло в Киеве, он крупный бизнесмен. Сейчас ситуация повального мародерства, то есть там точно могли быть какие-то финансовые мотивы, но как это подается, да, это свидетельствует только об одном. Сейчас задача создать атмосферу такого, ну, реального террора и страха. Паники. Что, это не паника, это не террор и страх в элитах, что те, кто начнут думать о будущем, те, кто готов будет вступать в переговоры для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность городов в нынешних условиях, кто попробует хоть как-то выстроить отношения с российскими военнослужащими, которые взяли под контроль эти города, он будет уничтожен. Это стандартная тактика украинской повстанческой армии 40-х годов на Западной Украине, когда убивали учителей, врачей, местных активистов, тех, кто хотел отладить мирную жизнь, понимая, что все, вот она уже такая. Да? Война закончилась, надо строить мирную жизнь. Значит, упав из лесов, часто переодеваясь в форму бойцов НКВД, просто приходили и уничтожали. А потом рассказывали, что это, конечно, оккупанты. Ну вот там сегодня в украинских соцсетях появилось сообщение, что мэр Гостомеля расстрелян оккупантами в тот момент, когда он раздавал гуманитарную помощь. Да? Ну, просто представляете себе, да, российский военнослужащий, который расстреливает мэра города Гостомеля, значит, в тот момент, когда он раздает гуманитарную помощь. Смысл какой, да, в этом действии, которое точно направлено будет только на одно, да, на формирование ненависти по отношению к тем, кто это сделал. Но вот такая информация сейчас по соцсетям гуляет. И понятно, что это точно, если этого человека уже нет в живых, мэра Гостомеля, то это точно тактика бандеровцев. Бандеровцев 40-х годов на Западной Украине. То есть держать в страхе при помощи террора, значит, и тем самым всю ответственность возложить на тех, кто пытается этим людям дать возможность в условиях нынешней военной специальной операции сохранить свою жизнь, обеспечить безопасность и наладить хотя бы какую-то нормальную работу социальной инфраструктуры в этих непростых условиях. Поэтому все очевидно. Контроль из Киева за ситуацией потерян, а вот тактика террора в отношении собственных жителей, она просто поставлена как стратегический инструмент создания, потому что все уже сегодня все начинают думать о будущем. Все понимают, что военная спецоперация в каком-то обозримом времени, раньше, позже, там, по плану, все равно будет закончена. То есть цель демилитаризации будет достигнута. Причем цель это не эфемерная. Знаете, это тоже очень важно понимать, что вот
приходят данные, ну вот смотрите, да, простой анализ. Значит, да, значит, например, наша авиация, значит, при достаточно высоком превосходстве, фактически при монопольном превосходстве в воздухе, тем не менее, до сих пор не совершает какие-то серьезные тактические действия. Ну, например, там, есть какие-то тактические успехи у ВСУ на каких-то участках, да? Потому что вот что-то там они куда-то вошли, вот идут какие-то активные бои, и мы теряем в том числе иногда и самолет по одной простой причине, потому что ПВО, которое до конца не уничтожено, украинское, она подпитывается развединформацией НАТО. Вот этот ноутбук с дешифратором, который вчера или позавчера был захвачен в Мариуполе, свидетельствует о том, что украинская вооруженные силы Украины интегрированы в инфраструктуру НАТО. В первую очередь в информационную, в разведывательную. Это главное в сегодняшней войне. Точно знать, где находится противник, его передвижение и так далее. Эта информация на каких-то тактических участках дает ВСУ преимущество. И поэтому разговоры и заявленная цель о демилитаризации, она не эфемерна. Это реально на сегодняшний день уничтожение инфраструктуры НАТО на территории Украины. Это так. То есть Украина, не будучи членом НАТО, в инфраструктуру попала. О чем свидетельствуют просто факты. А также ход военной операции, которая натыкается вот на эту самую военную инфраструктуру НАТО. Поэтому рано или поздно цели будут достигнуты, потому что они реальные, реально заявленные, и положение, что называется, на земле соответствует тому, что было заявлено. Что эта инфраструктура существует. Она не эфемерная. Как нам сейчас, так сказать, пытаются рассказывать часть какой-то российского общества. Ты совершенно прав. Да, что вот, то есть, смотрим, как говорится, пытаемся смотреть на вещи трезво. Поэтому, повторюсь, вот сейчас все как бы и повылезло. Вылезла эта инфраструктура НАТО, которую просто теперь уже можно пощупать. Она в руках. Вот он на столе, этот дешифратор с доступом к натовским военным сведениям разведывательным. А вот вам тактика националистов. Я слово «нацики» не очень люблю. Я вообще не люблю, так сказать, употребление уменьшительно-ласкательных образований. Понятно, что их никто не уменьшает и не ласкает при этом словоупотребление. Да? Но тем не менее, я смотрю на вещи трезво. Это радикальные националисты, которые создали свою инфраструктуру. Она тоже сейчас в действии. Они уничтожают часть своей элиты, которая решила трезво посмотреть на вещи. Они терроризируют местное население, не выпуская его по гуманитарным коридорам. Первый же гуманитарный коридор, первая операция сорвана. Там вышли единицы, просто те, кто вырвался. Остальных держат. Это подтверждение реальное того, что заявленные нами цели не просто, так сказать, слова на бумаге, а это решение реальных проблем. Уничтожение инфраструктуры и борьба с радикальными националистами, которые действуют теми же самыми способами, которые действовали в 40-е годы. Реальные националисты, бандеровцы, вот те самые, что называется, автохонные, первые, коренные. Нацики, да, как ты не любишь их называть, националисты, да, ужасные совершенно люди, которые сейчас вот, мы показывали, пока ты говорил, мы показывали кадры из твоего любимого города, из Днепропетровска, где стоят бешеные очереди на вокзал, люди пытаются как-то уехать, у них не очень получается, при этом мэр откуда-то вещает, непонятно откуда, ни разу не появившись на людях, никого не успокоив, говорит, что у нас все нормально, никакой гуманитарной катастрофы нет. У тебя там слышно что-то оттуда? У тебя есть какие-то? Да, там действительно... Вот мы еще раз показываем сейчас на экране. Это да, вообще очередь на... Да, это район вокзала. Это так, чтобы надо было понимать, что эта очередь стоит из... Ну, там есть привокзальная площадь, она в 200 метрах от самого вокзала. Вернее, Октябрьская. Сейчас я не вспомню ее название, но неважно. Значит, рядом площадь, она в 200 метрах. Так вот, с нее эта очередь начинается. Она, так сказать, там проходит 3 квартала, ну, так вот по памяти, и выходит на вокзал. И это ее уже как-то стабилизировали, потому что до этого были кадры, просто когда на привокзальной площади вот
примерно такие же кадры, как из Харькова, то есть такое же количество людей стоит на привокзальной площади. Да, люди стараются уехать в сторону Западной Украины, понимая, что там сейчас точно не ведутся никакие боевые действия. Собственно говоря, как и в Днепропетровске. Просто что информация же простая, что кольцо, которое должно замкнуться и которое должно охватить группировку сил ВСУ на линии соприкосновения, которая там находилась, кольцо должно замкнуться где-то в районе под Днепропетровском, а может быть, так сказать, и задеть Днепропетровск. Но это все будет зависеть, кстати, от действия властей Днепропетровских. Ну да, собственно говоря, это правда. Да, надо понять, как они будут, какую они позицию займут. Попытаются они как-то принять участие во всей этой истории, или, так сказать, будут выдерживать нейтралитет. Это пока не понятно. Но будем наблюдать сейчас мы за этой ситуацией. Да. Спасибо тебе за вот это вот описание ситуации, которая в Днепропетровске. Я попрошу наших зрителей подписываться на Изоленту и на телеграм-каналы Киры и Кирилла. Там очень интересно всегда все и очень актуально. Главное, что анализ. Что у Киры, что у Кирилла анализ прямо очень-очень-очень интересный, познавательный. Все ссылки под эфиром в описании у нас находятся. И подписывайтесь на Изоленту, ставьте лайки. Прочитаю несколько комментариев. Все не буду, потому что некоторые не имеют отношения к нашей дискуссии. Значит, Олег Салдаев 200 рублей отправляет. Напомню, что мы сейчас помогаем пострадавшим на Донбассе, в том числе и продолжаем кормить бездомных в Москве. Соответственно, спасибо за вашу помощь, она реально нужна сейчас. Олег Салдаев 200 рублей. В Харькове люди не знают о гуманитарном коридоре по направлению Нехотеевка-Белгород. Ну, то есть, вот даже никто не сообщает ни о чем. Это, в общем, вот никому не интересно. Потом еще почитаю, не буду тратить наше драгоценное время. Кира, я хотел спросить еще такую вещь. Вчера сообщили наши военные, и это не то, чтобы они пробиркой там в ООН помахали, как Колин Пауэлл, да, а это реально с доказательствами, со всеми пирогами. Я уверен, что там есть и анализ, и фотографии, и видео по поводу нахождения биологического оружия и лабораторий биологических на территории Украины. Сейчас наши военные часть уничтожили. Я так понимаю, что там прям серьезно все. И продолжают этим заниматься. Мы сегодня вечером будем подробно об этом говорить. А сейчас хочется правовую основу узнать. Ведь есть же какие-то конвенции, которые ограничивают, что-то запрещают. И как это все выглядит вот со стороны закона сейчас, то, что мы видим? Выглядит это следующим образом. Из всех видов того, что называется ОМУ, оружие массового уничтожения, к биологическому всегда было наиболее спокойное отношение, и государства довольно-таки легко согласились на его запрет. И несмотря на то, что биологическое оружие было всегда, ну то есть человек сам по себе это готовая биологическая бомба. То есть, например, там человек, зараженный каким-то смертельно опасным заболеванием, это, в общем-то, то, что можно в, так сказать, тыл врага подсылать, и вот у вас, пожалуйста, пошла вот эта вот мутация неконтролируемая вирусов, бактерий и так далее. Поэтому тут, как говорится, вопросов нет, технология всем понятна. Естественно, что в условиях лабораторных все это можно очень сильно усилить, улучшить, ну то есть как вот, например, поскольку японский император был биологом по образованию, у него была такая вот как бы идея фикс, что для Японии жизненно важно изобретение, не просто изобретение, а вот именно усиление возможности использования биологического оружия, и поэтому вот этот вот знаменитый отряд 731 Сиры и Сии, он как раз занимался биологическими экспериментами, еще был отряд 710, который занимался всем тем же самым, но в отношении животных, то есть там создание эпизоотий, массовых вот этих вот заболеваний среди животных и так далее. Все это дело свернули по одной простой причине. И после войны, и, в общем-то, и во время даже не стали ничего пробовать, потому что биологическое оружие – это единственный вид ОМУ, который вообще никак не контролируем. То есть ты должен четко понимать, что если ты применишь биологическое оружие, оно обязательно обернется против тебя. Именно это, кстати, основной аргумент в пользу того, что коронавирус – это не биологическое оружие, потому что вся планета в итоге, все 6 континентов так или иначе были затронуты ковидом. Поэтому с биологическим оружием довольно-таки быстро разобрались, а если конкретно в 1972 году. В 1972 году у нас стартовала конвенция о запрете биологического, бактериологического и токсинного оружия.
И потом у нас, собственно, в 1993 году запретили химическое оружие. Кстати, вот тот самый Колин Пауэлл, которого сейчас активно вспоминают, недавно усопший, который пробирочкой-то махал, вот именно он, кстати, был одним из главных лоббистов того, что Америка все-таки должна подписать конвенцию по химоружию, потому что рухнул Советский Союз, и, в общем-то, уже нечего бояться, можно подписывать. Вот он тогда сделал хорошую вещь в своей жизни. Вот с пробиркой это была явно плохая деятельность, а вот это было некое такое благое начинание господина Пауэлла. И проблема-то в чем фундаментальная? Проблема в том, что запретить, а мы понимаем, что это не государствам кто-то что-то запрещает, а это государства сами себе говорят, что ну все, вот мы с этого момента биологическим оружием больше не играемся. Это полбеды. Самое-то главное проконтролировать этот запрет. И вот если у нас, худо-бедно в тематике химоружия есть АСХО, то есть организация по запрещению химоружия, которая там что-то выезжает, контролирует, хоть как-то пытается что-то сделать, какую-то активность изобразить. А в случае с атомным оружием у нас есть МАГАТЭ, которая тоже, в общем-то, ООНовская структура, которая следит, чтобы у нас мирный атом там не перешел в военный и так далее, там степень обогащения урана контролирует в разных странах, там иранскую атомную программу координирует и прочее. И вот третий вид ОМУ, то есть биологическое оружие, у нас вообще не поднадзорный. Я вам хочу сказать, что российские делегации на всяких ООНовских слетах, саммитах и прочее, где обсуждались вот эти вот аспекты, постоянно привлекало внимание к проблеме, что, говорит, вы понимаете, да, у нас номинально биологическое оружие запрещено, но никто не может даже проконтролировать, а так ли это, а может быть оно запрещено на бумаге, а по факту у нас кругом лаборатории. И, собственно, так оно и получилось, потому что в результате американцы здесь, собственно, на всем постсоветском пространстве развернули вот эту инфраструктуру. И, опять же, ужас ситуации в том, что если некая лаборатория оказывается в зоне какой-то военной операции, то, естественно, все вот эти вирусы, патогены и прочее, они, если разлетятся по этой территории, то они не будут себя ограничивать каким-то конкретным ареалом. Это в итоге станет общей проблемой. Поэтому, естественно, такие лаборатории, они, если и вообще и имеют место быть, то они должны там охраняться по самым высоким степеням защиты, как там в Китае, вот там 4-я степень защиты, это как раз вот тот самый институт вирусологии в провинции Ухань, между прочим, который связывают с коронавирусом. Поэтому, конечно, сейчас ситуация страшная, потому что мы видим, что украинская власть, она людьми-то не занимается. Какое там биологическое оружие, какие лаборатории, какие возможные патогены, которые попадут в окружающую среду. И мне кажется, вообще это неинтересно, если на полном серьезе президент страны заявляет о возможности создания грязной бомбы, то есть атомной имеется в виду. То есть для него биологическое это вообще ни о чем. Он уже тут атомную, так сказать, осмысливает концептуально. Кстати, тоже отдельный разговор, потому что, грязная бомба — это скорее такой зонтичный термин, собирательное понятие. Тут надо понимать, что конкретно он имеет в виду и какие вообще возможности существуют у украинской стороны при помощи, естественно, и поддержки всяческой со стороны Запада, что сегодня изобразить в этом смысле. Поэтому вот на самом деле то, о чем Россия говорила все 90-е, 2000-е, что мало иметь конвенцию, которая просто, в принципе, кусок бумаги, будем откровенны, без контрольного механизма, это просто мертвый документ. Вот, собственно, сейчас это все и проявилось. То есть нет никакой организации, которая, подобно АСХО или МАГАТЭ, приедет, проверит, подтвердит. Но в результате подтверждать пришлось Министерству обороны Российской Федерации, собственно, как обычно. А как иначе? Да. Обороны сегодня. Да, у нас сейчас главный контролирующий орган, по-моему, в Европе, это Министерство обороны. Слушайте, тут пока мы разговаривали, газ ушел за 3400 и говорят, что сейчас уже пошел. Уже на 3600, да, пошел. 3400 это официально зафиксированная цифра. Сейчас они зафиксируют 3600. И вот мне ребята написали, что сейчас уже графики технического анализа показывают удвоение в течение 2-3 суток. То есть к 7 и выше. А на самом деле для Европы это, тут можно по-разному говорить, что там Европа все, там многие говорят. На самом деле это тяжелая ситуация, прямо тяжелая. Потому что промышленность европейская во многом. Это не про то, что люди будут платить за отопление или там что-то. Не про это, а речь про то, что промышленность на газу работает. Вот это вот важно.
Кирилл, короткий такой вопрос про ту же тему, про биологическое оружие. Ну, мало того, скажу, что сегодня же 3 точки, вот сейчас Родион сказал, Мирошник у нас, что 3 точки улетели, 2 сбили, 1 летела аж на Ростов, ее сбили. Вот, соответственно, и из 3 1 все же попала. Я как раз вчера говорил, что вот грязная атомная бомба это, или там как угодно ее можно называть, вот полетели 3, 1 долетела, 2 сбили, 1 долетела. И что с этим делать? Вот так сегодня получилось. Скажи, пожалуйста, а вот с этим биологическим оружием и биологическими лабораториями, вот в твою бытность работы и жития на Украине, вообще обсуждалось что-то? Это был какой-то проект или это все держалось в строжайшей тайне? Что было слышно вообще про это? Ну, про это было слышно очень мало. Было известно, что американцы на постсоветском пространстве, там, где они могли контролировать инфраструктуру, развернули несколько лабораторий. Речь шла о Грузии и речь шла об Украине. Назывались ориентировочно 2 области, где могли бы они размещаться. Это Киевская и Харьковская. Вот. Но ничего больше, то есть никакой информации об этом на Украине не было. То есть это данные об этих лабораториях, они приходили только извне. И это, естественно, была тема достаточно закрытая, нигде она не обсуждалась, никаких там общественных слушаний, что хочет кто-то, чтобы на их территориях эти лаборатории существовали, не хочет. Никого это не интересовало. Понятно, что база на Украине, конечно, достаточно высокая. То есть это интеллектуальный уровень людей, которые были готовы работать в этих программах. Это и оснащение. Ну, то есть это как бы хороший, достаточно хороший, высокий, ну вот не очень люблю это слово, но тем не менее это европейский уровень. Да? Естественно, что американцы его использовали, просто платили деньги, потому что лучше на чужой территории развернуть эти лаборатории, в том числе с точки зрения собственной безопасности. Мало ли там утечки, еще что-то. Значит, люди есть, люди высокого уровня подготовки, значит, база есть, все, американцы платили деньги и проходили какие-то работы. Да, это существовало, так сказать, но, повторюсь, это, на Украине это была очень закрытая тема, о которой практически никогда в украинских СМИ не говорили. Да. Я вот смотрю сейчас сводки, я читаю постоянно, сейчас смотрю новости, которые приходят. И про одесское подполье. Представьте, дожили. Одесское подполье. Люди хотят и борются против нацистов в Одессе. И вот это вот то, что мы же все помним, что было в Доме профсоюзов, и как это все вот сейчас смотрится через призму времени. Что сейчас будут, да, вот у нас кадры как раз этого одесского подполья. Они ждут, я так понимаю, что придут, в общем-то, их освобождать. Что вообще с Одессой-то? Как вообще, Кирилл, если коротко, твое видение? Ну, подполье, или, по крайней мере, на тот момент это был действительно самоорганизованная, серьезная группа людей, в Одессе появилась в 2014 году. И столкновения в мае, собственно говоря, начались с того, что столкнулась антимайданные структуры в Одессе с приехавшими тогда якобы на матч, но сейчас это не вызывает ни у кого сомнения, просто организованными киевскими ультрас, которые инициировали столкновение, после чего начался погром в Доме профсоюза. Причем понятно, что в Доме профсоюза. А после этого начались аресты, потому что я разговаривал с разными людьми. Я, собственно, летел в одном самолете с Мефедовым. Но мы так близко не знакомы, но я разговаривал с другими людьми, жителями Одессы, которые уехали из Одессы. Я с ними в Геленджике познакомился с одним человеком, и здесь, в Киеве, разговаривал с людьми. Да, было достаточно большое количество людей, которые точно не разделяли ни ценности, ни цели Майдана, готовы были сопротивляться, но после инициированной столкновений в мае, после погрома в Доме профсоюзов, на следующие же дни, в течение нескольких дней СБУ начало просто аресты. Аресты и задержания, и тогда оно было раздавлено, это одесское подполье. Но люди помнили, потому что люди... Сейчас возрождается, я так понимаю. Да, ну, люди каждый год в мае приходили, и приходилось
официальным властям Одессы вводить усиление, вводить туда Нацгвардию, устраивать там какие-то учения, значит, ровно для того, чтобы запугать людей. А люди просто приходили, возлагали цветы. Понятно, с какими чувствами возлагали цветы к Дому профсоюза всегда в начале мая, 2 мая. Спасибо тебе за этот подробный рассказ. У нас 15 минут остается, даже, может быть, чуть меньше, потому что я еще потом новости хочу чуть-чуть почитать. Последнюю четверть хотелось бы посвятить будущему. У меня, честно говоря, про настоящее можно много говорить, а хочется про будущее. Кира, смотрите, вот сейчас появится какая-то абстрактная, я сейчас говорю умышленно, нарочито абстрагируюсь от происходящего, сейчас появится какая-то абстрактная территориальная единица, а может быть несколько, а может быть их будет даже 4. Скорее всего. Вот. А может и больше, кстати, еще больше, да, по-разному может быть. И там будет определенный хаос. Соответственно, наши солдаты не смогут долго контролировать, долго там находиться, потому что у них есть другие задачи. Армию там держать, я так думаю, что сильно долго никто не будет. Как вы, как юрист, видите перспективу строительства гражданского общества на этих территориях? Под названием пока что Украина, а дальше как там, не знаю. Надеюсь, что она Украина и останется, честно говоря. Если вспоминать пример денацификации, демилитаризации нацистской Германии, то мы, в общем-то, увидим, что шансы построить более или менее жизнеспособное, более или менее, опять же, здоровое общество в целом есть. Естественно, то поколение, которое непосредственно будет затронуто вот тем, что сейчас происходит, оно надломлено, и, конечно, с ним будет очень сложно выстраивать взаимодействие, потому что вот этот вот беспрецедентный уровень ненависти, который сегодня некоторые проявляют, это то, что долго лечится в исторической перспективе, к огромному сожалению. Что касается еще каких-то там возможных таких задач на будущее, мне кажется, что уже момент, когда все закончится, и это нужно будет там как-то концептуально оформлять, с точки зрения, там, возможно, признания, с точки зрения более даже важной вещи, которая называется правопреемство, то есть кто что получает от вот той изначальной Украины, имеется в виду, это и собственность за рубежом, это и посольство, это и архивы, это и долги, это и там все вот эти вот лаборатории уже упомянутые, и оружие, и так далее, и так далее. То есть вообще, как это все будет оформлено концептуально. Что будет с Зеленским? Тоже большой вопрос, потому что, опять же, вот та информация, которая по капле просачивается, и уже даже, наверное, не по капле, а таким тонким ручейком, это история, связанная с эвакуацией возможной и с формированием так называемого правительства в изгнании. Опять же, вот на тех исторических примерах, которые были, вот правительство Норвегии в годы Второй мировой было правительством в изгнании, в общем-то, примеры не самые такие обнадеживающие. Но вот некое такое подобие Светланы Тихановской из Зеленского, конечно, всегда можно слепить. В том случае, если действительно он здесь окончательно утратит легитимность и уедет, так сказать, в прекрасное далеко. Наверное, что-то будет там вещать. Конечно, поражает та степень совершенно беспрецедентная именно информационной накачки со стороны Запада, потому что сейчас из Зеленского просто-напросто лепят вот эту вот икону сопротивления. Вышел вчера журнал итальянский 2 дня назад Vanity Fair, на обложке Зеленский и подпись «Il volto della resistenza», то есть лицо сопротивления. Хотя, мы все понимаем, что он явно не дотягивает до какой-то героической фигуры и по манере поведения, и по вообще делам его, которые мы наблюдаем с 2019 года. Но, тем не менее, это все не важно, потому что люди мыслят хэштегами, люди мыслят опорными сигналами, и вот, собственно, на этом все как раз сейчас строится. Меня беспокоит то, как вообще будет отношение формироваться ко всему, что так или иначе связано с Россией, за пределами этой самой России. Здесь, конечно, есть трагические случаи, потому что, объективно, есть смешанные семьи,
имеется в виду, когда одна часть семьи – это человек с российским паспортом, а вторая часть семьи с любым другим, и у людей уже происходят там настоящие трагедии. Есть, конечно, курьезная история. Меня вот, например, сегодня совершенно умилило, потому что надо же как-то что-то позитивное искать во всем происходящем. Меня умилила колоссальная проблема, с которой сейчас на Западе столкнулся фастфуд, который называется «Путин». Есть такой фастфуд канадский. Ударение обязательно на последний слог. То есть это такая дико вредная штука, картошка фри, которая с подливкой, и еще и там с сыром перемешана. Ну, то есть такая прям уличная вредная жирная еда, но довольно-таки популярная в Канаде. Это канадский такой местный деликатес. И, соответственно, много именно в франкоговорящей части Канады, вот этих вот путинерий, так называемых, и их много во Франции. Что вы думаете? Люди сейчас натурально громят эти закусочные по всему миру, потому что им кажется, что в этимологии названия есть фамилия, простите, российского президента. Ну, то есть вот это, конечно, курьез, потому что, ну, тут вообще связи никакой нет, как мы понимаем, но вот так вот попало, что называется, этимологически. Это как раз не жалко, людей всегда жалко, которые вот, по сути, сейчас заложники всех этих глобальных геополитических преобразований. Ну и как бы в завершение, я понимаю, что я прозвучу, конечно, как Александр Григорьевич Лукашенко, но вообще грядет посевная. И с учетом того, что, в общем-то, в значительной степени Украина поставляла той же самой Европе подсолнечное масло, рапсовое масло, много было поставок пшеницы, то есть они в этом смысле как бы крупный такой аграрный производитель. Сейчас, конечно, не совсем понятно, что будет, поэтому в этом смысле такие тектонические сдвиги, я считаю, на рынках не только нефти и газа, потому что, ну, нефть и газ, да, как бы это отдельный кластер, там свои законы, все понимают, что как бы кто бы что ни говорил, а 45% российского газа – это Россия. Нравится это Европе или не нравится, это уже как бы, ну, не суть. А вот что касается аграрного сектора, сейчас в контексте того, что сельскохозяйственная жизнь очень завязана на сезонность, то есть ей совершенно все равно, там, где спецоперации, где не спецоперации, вот нужно сейчас посадить, чтобы потом собрать. Поэтому вот в этом смысле, конечно, тоже я бы задумалась вот именно на ближнесрочную перспективу, как это все будет продумано и вообще как это все будет действовать, потому что голод ведь может прийти на той же самой Украине, прежде всего, я имею в виду, это нынешнюю гуманитарную ситуацию, которая без того очень плохая, мультиплицирует в разы. И я, опять же, чувствую, кому с этим придется разбираться. Нам с этим придется разбираться. Конечно. В чем проблема? Конечно. Конечно. Спасибо большое, Кира. Кирилл, Украина будущего, в твоем понимании? Ну, если честно, я не очень внимательно слежу. Говори. Да, я не очень внимательно слежу за рынками, и в этом смысле, так сказать, там нефть, зерно меня интересует не так серьезно, как меня интересуют судьбы людей. Понятно, что сейчас люди на Украине, да, собственно говоря, люди и во всем мире, а мир стремительно меняется, это мы сейчас должны признать, он меняется радикально. Так, как мы себе не представляем, что он может измениться, люди будут проходить, ну, типичную стадию человека, который узнает о своем страшном диагнозе, а потом должен решить, что с этим диагнозом делать. То есть это там четко зафиксированная в клинической психиатрии стадия. Это шок от происходящего с ним, это отрицание этого диагноза, затем принятие того, что происходит, и в конце концов какие-то конкретные действия. Это просто вот, ну, медицинский факт, как говорится. Это сейчас происходит с людьми на Украине, это сейчас происходит с людьми в России, это сейчас происходит с людьми во всем мире. Да? Значит, трактовки в каждом конкретном случае в стране и так далее уже не важны. Общий процесс такой. Что будет в этом смысле с Украиной? Заявлены две четкие цели военной специальной операции. Демилитаризация и денацификация. Демилитаризация – это то, чем сейчас занимаются. Денацификация – это то, что будет делаться через шаг. Какие она будет принимать формы? Я думаю, что, конечно, это будут в первую очередь формы законодательные. Причем это законодательство должна принять сама Украина. Но старая Верховная Рада, новая Верховная Рада, каким образом это будет там, указами президента, не знаю, как Украина
она давно уже, она еще с 2004 года живет так называемыми политико-правовыми решениями. Да? Значит, вот нет в Конституции третьего тура президентских выборов. В 2004 году суд постановил провести третий тур выборов. Да? Значит, не было должности исполняющего обязанности президента. Да? Значит, два основания, по которым президент мог быть отстранен от власти. Значит, это либо импичмент, либо болезнь. Ничего этого в 2014 году не было. Все равно, значит, Януковича отстранили, появился господин, зовут его Склероз, прозвище его помню, кровавый паспорт, Александр Валентинович, фамилию потом вспомню. Да, сейчас не важно, это уже у натура вчерашний день, вчерашний человек. Да? То есть я к тому, что сейчас сказать, каким будет это решение, да, вот в ныне существующем правовом поле Украины нет возможности. Вероятнее всего, это, конечно, будет какое-то политико-правовое решение, да, которое должно обеспечить не разовую историю, да, вот с тем, что сейчас, значит, будут наказаны националисты, которые вершили, значит, страшные военные преступления на Донбассе. Нет, это должно быть какое-то некое системное решение. Отстранение их там, от участия в социально-политической жизни. То есть работаете, так сказать, там, мелким предпринимателем, пожалуйста. Депутатом не можете избираться. На административные должности не можете быть назначены. Ну и так далее. Не знаю. Деталей не представляю себе. Потому что этот механизм будет создан, не то что должен, а будет создан. Это цель этой военной специальной операции. В этом сомнений нет. Значит, дальше будет очень тяжелый период, значит, налаживания этого механизма, значит, его действия и стабилизации ситуации в обществе. Она произойдет. Как в описанной мной схеме принятия действительности и совершенно каких-то действий. Да? Когда вы приняли уже, что у вас тяжелое заболевание, и таблетки не помогут, вы должны решиться на операцию. Иначе смерть. Да? Значит, само украинское общество должно будет решиться на какую-то операцию. Иначе оно погибнет, как таковое. Но это то, о чем говорили. Да, вот утрата государственности. Если не можете вы самоорганизоваться так, чтобы вы не становились угрозой не только соседним государствам, а просто части собственного народа, которые вы уничтожали на Донбассе, значит, демонтируем эту структуру. Она опасна. И повторюсь, эти цели заявлены. Это же операция по обеспечению безопасности Донбасса, да, двух республик. 8 лет к этому стремились. Не получалось. Значит, вот таким методом. Вот и пришлось идти на операцию. Лекарства не помогали. Уговоры не помогали. Пришлось пойти на операцию. Да. Дальше, как будет проходить реабилитация больного, это уже проблема, это усилие самого больного. Слушай, будем смотреть внимательно. Кира, Кирилл, спасибо вам огромное. Сегодня чуть-чуть пораньше мы закончим, потому что новости надо почитать и прокомментировать. В 12 у нас уже следующий гость. Хорошей вам недели. Кира, с наступающим праздником. Да, Кира, с наступающим. У нас же завтра, да, Международный женский день. Завтра пошли прекрасно. Да. Цветочки великолепны. Да, спасибо огромное. Хорошей недели, Кира, с 8. Стойкости. Да, спасибо. Прорвемся. Куда мы денемся? Кира, с праздником. Спасибо большое. А мы сразу тогда уже, я вижу, что к нам присоединился следующий гость, и мы сразу врываемся в следующий час. Сейчас мы выведем на экран. Да, вот мы вывели на экран. У нас Александр Хроленко, военный обозреватель МИА «Россия сегодня», если я все правильно понимаю. Все правильно, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, меня зовут Трофим. Хотелось бы поговорить про ситуацию, про спецоперацию, которая сейчас идет на Украине. Понятно, о чем сейчас еще о другом можно говорить. И очень мне хочется понять, сегодня в связи с тем, что в Луганске ракета прилетела в нефтяную базу, и, как нам сообщил Родион Мирошник, есть предположение, они сейчас уточняют, что вторая ракета летела на территорию России. Вот это вот точка У, то, что у них там присутствует, каковы, велики ли запасы, и что это вообще за технический прибор, насколько он может угрожать вообще, и что это такое вообще, если коротко попытаться объяснить людям на простом языке.
Точка У – это оперативно-тактический ракетный комплекс дальностью до 150 километров. Осталось в наследство Украине это все от Советского Союза. Запас подобных изделий невелик. Я думаю, что это используются уже последние ракеты, которые есть в наличии. Где-то в каких-то арсеналах, укромных местах были запрятаны вот эти установки. И сегодня используются как уже акт отчаяния, потому что итог, в общем-то, предсказуем и неизбежен для ВСУ и Нацбата. Угу. Тогда следующий вопрос. Вчера очень активно обсуждалось объявление нашего Министерства обороны. Вот сейчас мы видим кадры полета точки У и то, что произошло там сегодня, видео. Вчера активно обсуждалось предупреждение Министерства обороны Российской Федерации о том, что планируется уничтожение военных заводов на территории Украины. Я не знаю, как это правильнее сформулировать, но вопросы мне сыпались прямо массово. Первый вопрос, зачем это нужно? И второй вопрос, а что будет, если они оттуда не выведут работников, которые там находятся? И возможно ли такое, и что, как это вообще происходит на самом деле? Ну, если по порядку, вначале мы видели на ваших кадрах след от ракеты ПВО, это след российской ракеты. Угу. Поражение произошло за облаками. Что касается заводов, ну понятно же, что сейчас в большом количестве выходит из строя украинская военная техника, и кое-что можно вернуть на боевые позиции. Для этого нужно заменить какие-то детали, может быть, перевооружить. Но не все же танки взрываются полностью. У кого-то поврежден двигатель. То есть здесь речь идет о том, чтобы восстановить боевую готовность части техники. Россию это, естественно, не устраивает, поэтому будут уничтожаться и военные предприятия. Собственно, то же самое наблюдалось и в августе 2008 года в Грузии, когда был нанесен удар по авиаремонтному заводу. Вот, если вкратце так. По поводу людей, которые там, ну то есть там же сейчас работают люди, правильно, да, их предупредили, выводите, они говорят, ну не выведем, вот всех оставим там, что будет в таком случае? Россия предупредила о нанесении этих ударов, все остальное на совести киевского режима. Если вы помните историю, когда фашисты шли на штурм Брестской крепости, они впереди себя вели белорусских женщин и детей. Вот сегодня мы наблюдаем аналогичную технологию, только ВСУ и Нацбата используют для этого украинских граждан. Ну, здесь комментировать особо нечего. Задача в любом случае будет выполнена, а конкретно технология выполнения этой задачи, ну, я думаю, что Генеральный штаб России решит, как это делать с наименьшими потерями своих и гражданского населения. Да, будем наблюдать за этим. Александр, скажите, пожалуйста, вот сейчас основные события, которые происходят в спецоперации, на которые нам нужно обращать внимание, по вашему мнению, театр действий и куда смотреть? Основные события, мне кажется, состоят в том, что Запад оказался не готов к войне с Россией. США и НАТО многократно и ежедневно отказываются помогать киевскому режиму. И, в общем-то, такой знаковый момент для союзников и партнеров Соединенных Штатов и НАТО. Разговоры о том, что Запад будет помогать самолетами отдельных восточноевропейских стран, они, собственно, уже дезавуированы. И Словакия, и Болгария, и Польша заявили, что даже взамен, если им поставят американские F-16, они не передадут свои самолеты киевскому режиму, потому что Министерство обороны России предупредило, что будет после этого с аэродромами соседних стран. И, собственно, российский президент Владимир Путин прямо сказал, что в таком случае мы уже не будем смотреть, кто там какой член, и будут наносить удары по всем вражеским аэродромам войска России.
Вот это, мне кажется, главное. Ну и с точки зрения такой глобальной политики, с одной стороны, США добились организации Европы. Туда сейчас будет поставляться больше американского оружия, больше американского газа. С другой стороны, мы видим такие сказочные цифры на российский газ в Европе. И это отнюдь не радует, я думаю, налогоплательщиков в европейских странах. Возможно, канцлер ФРГ Шольц, у которого дедушка служил генералом дивизии СС, расстреливал евреев в Восточной Европе, у него есть какие-то личные на этот счет мнения, но думаю, что народ Германии не заинтересован в таком развитии событий. Прокси-поддержка в виде иностранного легиона, ну вы понимаете, она носит такой характер. Это будут диверсионные группы, это будут отдельные как бы партизанские ячейки, их достаточно несложно будет ликвидировать. И когда нам сейчас показывают такие упитанные лица, довольные британских военнослужащих, спецвоеннослужащих, которые едут якобы помогать Украине, нам никто не покажет, как они будут возвращаться обратно, в каком виде. Вот. Что касается будущего, идут активные боевые действия, но об этом сейчас все говорят. Вокруг Харькова, вокруг Сум, вокруг Николаева. И, в общем-то, речь идет о том, чтобы с минимальными потерями ликвидировать засевшие там группировки. Ну, мне кажется, что первым будет очищен от нацистов Мариуполь. Вот по Мариуполю больше всего, кстати, вопросов приходит как раз, потому что мы про него слышим уже достаточно давно, про Мариупольскую операцию. И что там сейчас происходит, по вашему мнению? Все по плану или там что-то как-то усложнилось в последнее время в связи с тем, что стали прикрываться мирными жителями? Ну вот, опять же, проведем аналогии. Если бы это было, с одной стороны, Ракка и Мосул с засевшими там боевиками, а с другой стороны авиация США и НАТО, то город просто стерли в порошок, и некому было бы даже передать никакое там трогательное видео и никакой информации. Просто город исчез, и задача выполнена с точки зрения военно-воздушных сил США и НАТО. Россия идет другим путем, поэтому, вероятнее всего, штурмовать город будут с разных направлений, и группами спецназа, Нацгвардии, сухопутных войск. Это отработано и в Сирии, и в разных других горячих точках. Мне кажется, вот этот способ будет по времени более затратным, но и достаточно гуманным по отношению к мирному населению. Что касается использования этого населения в качестве живого щита вооруженными силами Украины и Нацбатами, но об этом мы сразу сказали. Здесь просто параллели прямые с фашистами на чужой территории. Да, это прямо, да, всплывают эти картинки. Давайте тогда плавно, наверное, последняя тема, которую я хотел бы сейчас с вами затронуть на сегодня, это гуманитарные коридоры, их формирование, их роль вообще и возможность в нынешних обстоятельствах. Сейчас только что Министерство обороны сообщило о формировании новых гуманитарных коридоров. По-моему, 6 их, если мне не изменяет память. И гуманитарный коридор – это же двусторонняя вещь, да, то есть его должны поддерживать обе стороны, насколько я понимаю. Как сейчас обстоит с этим дело и каковы возможности, и может ли Россия в одиночку что-то с этим сделать, или это нереально? Ну, вы понимаете, у России достаточно отработанная технология вот организации этих гуманитарных коридоров. Если вы помните, по сирийским событиям, там успешно были организованы такие коридоры, и вплоть даже до того, что боевики складывали оружие, садились в автобусы и уезжали со своими семьями, и их никто при этом не расстреливал. Вы помните, было такое. И, кстати, еще одна, мне кажется, такая важная цифра. За 5 лет российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, преимущественно иностранных. И где-то 4,5 тысячи – это граждане СНГ.
То есть вот с точки зрения коридоров и с точки зрения итогового результата здесь все предсказуемо. Но те, кто засели, прикрываясь мирными жителями в Мариуполе, они понимают, как только выходят мирные жители, все, им наступает конец. Даже не в тот же день, а в тот же час. И отсюда вот это вот желание Запада потянуть время, показать, ну, как мы имеем это все во Франции, перед выборами свое гуманистическое лицо. С точки зрения киевского режима это возможность каким-то частям перегруппироваться, может быть, где-то занять более выгодные позиции. Россия честно выполняет свои обязанности, подгоняет автобусы, готова к эвакуации жителей. Но вот то, что делает киевский режим с мирными жителями Украины, мне кажется, это не имеет прецедентов в истории, когда свой собственный народ, свои сограждане используются в качестве живого щита. Это, ну, я не припоминаю ничего подобного ни в одной стране мира, ни в одной войне. Меня тут в этом во всем волнует больше всего, наверное, понимают ли сами люди, кто их держит. То есть ведь как бы пропаганда со стороны Украины штука такая суровая достаточно, как мы все знаем, потому что все читаем и видим, и смотрим, что сейчас происходит. Понимают ли люди, что их держат свои? Преимущественно понимают, как мне кажется. Вот то, что я вижу, сейчас же время интернета, многое можно увидеть на Ютубе, многое в телеграм-каналах, и люди показывают, допустим, в том же Харькове, попадает снаряд в дом. Мужчина и женщина прячутся в гараже, чтобы их не вывезли вот эти вот ВСУ или националисты. И они прямо говорят на своем YouTube-канале: мы не знаем, куда их везут и что с ними дальше будет. Мы лучше спрячемся и переждем в своем гараже. То есть в основном люди понимают, где главная опасность, кто им несет угрозу жизни. Но это мирные люди, они не записываются в террористические вот эти вот батальоны, да, не берут в руки оружие. Что они могут сделать? Они могут только ждать решения своей судьбы. Я думаю, что Россия сделает все, чтобы мирное население не пострадало. А межгородской транспорт общественный работает сейчас там в тех краях или нет? Ну, думаю, по обстановке, которая там, учитывая кадры заблокированного блокпостами Киева даже, и других крупных городов, ну, может быть, какие-то отдельные участки только. В основном блокируется работа транспорта. Невозможно уехать из города. Есть даже такие сведения, вот сегодня буквально появились, что люди, которые спасаются на дачах, вооруженные банды террористов местных захватывают, убивают, грабят. Они находят спасение в итоге российской стороны. Это ведь не какие-то выдумки, это живые люди. Можно все это увидеть на каналах, телеграм-каналах личных. И у нас вот «Спутник ближнее зарубежье» много. Я на своем канале кое-что пишу. Подписывайтесь, кстати, на канал и смотрите в реальном, грубо говоря, в реальном времени, что там происходит, с прекрасным анализом. Александр прекрасно пишет и рассказывает об этом во всем. Спасибо вам огромное. Я думаю, мы еще не раз поговорим, надеюсь, не раз поговорим и обо всем том, что там происходит. Картинка теперь ясна у нас на понедельник на утро более-менее. Спасибо, хорошего вам дня и хорошей недели. Увидимся, надеюсь, еще в наших эфирах. Спасибо. До свидания, всем удачи. До свидания, спасибо огромное. Так, а мы продолжаем. Я сейчас почитаю сообщение. У нас в 12:30 директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Мы поговорим про энергорынок, про газ, про то, что сегодня чатик у нас он пылает весь ценами на газ. Соответственно, сейчас мы со специалистом как раз обсудим нефть, газ, энергоносители, что будет и какие перспективы. Возможно ли Европе отказаться от российского газа, как они бодро заявляют, в перспективе 10 лет или там 30 лет, неважно, да, и как это будет выглядеть и к чему это все приведет.
Сейчас я хотел бы почитать сообщения ваши и поблагодарить вас за то, что вы эти сообщения нам платные пишете. Ситуация у нас такая, что, во-первых, YouTube у нас отключил монетизацию у всех абсолютно. Мы сейчас остались единственным, наверное, каналом из таких, более-менее серьезных, которые вещают на Европу, которые видны на Украине и в Европе. Соответственно, мы стараемся приглашать по максимуму самых интересных специалистов и объективно смотреть на ситуацию и как-то доносить ее до тех людей, которые находятся в информационной изоляции вдали от родины по тем или иным причинам. Да и в том числе и для самих европейцев. Да, в том числе для самих европейцев, которых тоже сейчас держат в определенном загоне, скажем так. Поэтому спасибо вам большое за поддержку нашего канала. Мы расширяем вещание. Сейчас мы уже будем вещать до 10 часов в сутки. И дальше будем стараться тоже увеличивать объем вещания. Поэтому смотрите нас, поддерживайте, подписывайтесь на наш канал, пока это возможно. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Изолента Лайф, в котором все самые свежие новости и вырезки, что самое интересное, наверное, кто не может посмотреть целиком эфир, там своеобразные такие хайлайты, извините за это дурацкое слово, лучшие моменты, лучшие цитаты наших эфиров длинных, теперь уже длинных, практически от всех, кто у нас выступает. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал Изолента Лайф и распространяйте это все дело. Так, поехали по комментариям. Сейчас я их тут все как-то упорядочиваю, чтобы потом их всех зачитать. Так, у нас есть чуть-чуть времени. Сергей отправляет 100 рублей на благие дела. Для беседы про микроэлектронику пригласите блогера Стаса Айкак Просто. Единственный блогер, который отстаивал отечественную микроэлектронную промышленность. Сейчас ведет отличную разъяснительную работу. Но вот я когда слышу или читаю про единственный, кто там что-то делал, знаете, как-то это меня всегда напрягает. Мы посмотрим, кого пригласить. У нас есть замечательные специалисты на эту тему. Юра отправляет 100 рублей. Пригласите в передачу писателя-фантаста Дмитрия Руса. Он бежал из Украины за пропаганду русского мира. Живет в Питере, вел канал на Ютубе, есть группа в ВК. Я попрошу наших продюсеров посмотреть. Я не знаю просто, кто такой Дмитрий Рус, честно скажу. Если есть возможность, посмотрите. Может быть, действительно будет интересно с ним поговорить в рамках нашей программы. Галина Яковлевна, извините, пожалуйста, отправляет 5000 рублей на добрые дела. Виталий Горбаченко 400 рублей отправляет. Ставрополь с вами на помощь Донбассу. Спасибо огромное, Галина, спасибо, Виталий. Валентина Константиновна 5000 рублей на помощь нуждающимся. Спасибо большое, Валентина. Диггерс 400 рублей. Знакомые недавно пытались сказать нечто по-украински и подумалось, что нефть опять по 100 плюс. Русские учат украинский. Люди, бойтесь желаний своих. Не очень понял я суть сообщения, но окей. Эйви 200 рублей. Не в оправдание, а справедливости ради. Наши в один из первых дней тоже расхерачили нефтебазу в 30 километрах от Киева. Война есть война на Донбасс. Так а что тут? Действительно, война есть война. Что делать? Нефть это ресурс, бензин это и солярка. Это ресурс для военных. Почему нет? Просто тут разница-то в чем? Что в Луганске уничтожили нефтебазу, которая снабжает мирные предприятия и мирных граждан, и дает им там тепло, бензин и прочие всякие разные вещи. А наши атаковали базу, которая снабжает военных. И вот в этом огромная разница между тем, что делает Россия в этой спецоперации, и между тем, как Киев прикрывается мирными людьми. И все, что делает киевская власть сейчас, все направлено на то, чтобы спасти свою унылую задницу. И делают они это с помощью жертвуя мирным населением своим собственным. А российские солдаты жертвуют своей жизнью для того, чтобы спасти мирное население. Вот в этом вот разница между их нефтебазой и нашей нефтебазой в данной конкретной ситуации. Роман отправляет 1000 рублей. Спасибо Изоленте за отличную работу. Всем терпения и оптимизма в это нелегкое время. Спасибо огромное. Кронштадтец отправляет 1000 рублей на добро. Спасибо за работу. Павел 200 рублей просто так. Юрий 500 просто так. Павел отправил 100 рублей на Изоленту. Спасибо огромное вам за эту поддержку. Павел отправляет 200 рублей. Илья
Бунаков отправляет 100 рублей. Всем здравствуйте. А какой смысл в сборе различных доказательств преступлений украинского режима? Очевидно же, что они не будут приняты. Нам, как всегда, скажут, вы все врете и так далее за Донбасс. Объясняли уже в эфирах, объясню еще раз. Будет трибунал международный. Как минимум это будет ДНР, ЛНР, Россия и, скорее всего, Белоруссия. Где он пройдет, понятно, будет, когда к этому делу подведут, но это, скорее всего, будет либо Донецк, либо Луганск, либо Минск. Там, кстати, есть и смертная казнь в законе. И вот этот вот международный трибунал даст возможность, я думаю, что еще будут страны, которые к нему присоединятся. Будут приглашены все. Абсолютно все. В том числе и лидеры мнений, селебрити там, и прочие, блогеры, пресса. Уверяю вас, все. И это будет очень массово обсуждаться во всем мире. А кто не приедет, тот заранее поставит себя на сторону тех, кого там будут судить. Потому что очевидно, если ты не приехал, то ты поддерживаешь. Мне кажется, будет так. Посмотрим. Время покажет, как говорит Толя Кузичев. Так, Александр 80, 400 рублей. Мы не можем справиться с внутренней оппозицией. Более половины Comedy Club, Иван Ургант и вся молодежь против того, что происходит, как мы сможем что-то предложить Украине. Вы знаете, Александр, да, мне всегда нравится с вами дискутировать. Я вам скажу так, вот эти фразы более половины, вся молодежь против. Знаете, это оценочные суждения, и к нашему разговору их не пришьешь. Вот есть, например, цифры в ЦИОМ, Валерий Федоров тут опубликовал, где уже из 68% поддерживавших операцию, сейчас стало уже 71%. И цифра эта растет. Не быстро, ну, кстати, это быстро, да, за неделю. И она будет расти. И я уверяю вас, что в ближайшее время эта цифра приблизится к 100%. Потому что у людей голова есть на плечах. И когда они понимают, что это серьезно, что это не выйти побалакать на площадь и помахать флагами за Навального, а это, ребята, серьезно. Это не картинка в телевизоре, которые наши американские партнеры нам подсовывали на CNN, а это реально серьезно. Там людей убивают, мирных. Многие из них русские. Мне кажется, что тут люди перестанут ориентироваться на Comedy Club, и всем будет глубоко все равно. И люди начнут ориентироваться на реальные жизни реальных людей и на возможность жить самим. Потому что вот та точка У, которая сегодня полетела на Ростов и, слава богу, была сбита, дай бог, чтобы это была неправда, да, что она летела на Ростов, но тем не менее, если внутри нее находилась бы, например, грязная ядерная бомба, а это возможно, то что бы тогда было? А если бы вот та, которая попала в нефтебазу, в ней было бы биологическое оружие какое-нибудь, которое там нашли? Поэтому при чем здесь Comedy Club, уважаемый Александр 80? При чем здесь Ваня Ургант? При чем здесь Ксения Собчак или Шендерович? Они здесь не при чем. Здесь при чем сейчас большая серьезная система, частью которой мы все с вами являемся. И эта система, она борется за собственное выживание. И это очень-очень важно. Потому что если мы не победим, мы не выживем. И если бы мы не стали защищать себя, мы бы не выжили. Нас бы убрали с этой карты, хоть тушкой, хоть трупиком, любым способом. Убрали бы, и нас бы не было. Уж больно лакомый мы кусок для них, для всех. Поэтому не про то чуть-чуть, на мой взгляд. Извините за длинную речь. Антон отправил 1000 рублей для Донбасса. Спасибо большое. Евгений Чейз 200 рублей. Отправляет, надеюсь, службы внутренней безопасности работают на все 200%. Мы должны защищать свой народ от всякого рода терактов. Пора бы гражданам разъяснить, как выявлять подобные намерения. Да, я думаю, что спецслужбы работают, но нам всем надо быть бдительными, естественно, аккуратными, осторожными. Много где написано, как, чего и где делать. Это, кстати, к предыдущему вопросу тоже имеет отношение. Лео Гончаров, 899 рублей. На добро. Вопрос сейчас. Обучающие платформы ограничивают доступ к обучению по факту нахождения в РФ. Выезжая из РФ, все норм. Как это может расцениваться юридически? Я не знаю, как это может расцениваться юридически. Уж больно много нарушений юридических норм сейчас видно. И с конфискацией имущества, и с прочими всякими разными вещами. Но, тем не менее, мне кажется, что сейчас надо поменьше на это внимание обращать. У нас есть прекрасно свои образовательные платформы. Роман Пенин.
200 рублей. Уверен, что мы победим в широком смысле, не только в конфликте. Печалит то, что исторически мы часто теряли достижения. Очень не хочется когда-нибудь опять вот. Ну, постараемся не про вот это вот. Семен Милентьев отправил 100 рублей. Вчера глава ДНР заявил, что в ходе очередной операции были обнаружены доказательства того, что Украина сама планировала полномасштабное нападение на Донбасс и Крым. Нападение планировалось на 8 марта. Ну да, это, в общем, та вещь, про которую сейчас многие говорят. И я уверен, что есть доказательства этому всему. Так, сейчас мы быстренько прочитаем. Александр Саурский, 1000 рублей на помощь всем. Россия никогда не навредит мирным людям. Всем остальным пожелаю только щемиться. Так, что еще у нас здесь? Вот еще есть. Юлия Б. 400 рублей на изоленту. Сил вам, нам и тем, кто сейчас выполняет такую непростую задачу на Украине. Миру мир. Вячеслав Киричок, 400 рублей молча. Тут еще, сейчас я поищу, пропустил, похоже, я одно сообщение. Вот, Вэл Колдин, Валера, мой очень хороший товарищ, 500 рублей. Трой, не очень понял, почему ты меня забанил в Фейсбуке год назад за негрубый ответ, там тра-ля-ля, это не важно. И людям немного денег от меня. Валер, я тебя не банил, честно, и Facebook это вообще площадка, где меня практически нету. Может быть, случайно ткнул не ту кнопку, извини, у меня никаких вообще к тебе ни вопросов, ни претензий, слава богу, нету, я посмотрю. Ну, Facebook сейчас не работает, слава богу, уже закончился. Вот, Анастасия Весловова, 179 рублей, пообщайтесь со Стасом Ай как просто про Эльбрус. Ребят, чем больше вы настаиваете... Велиславова, извините, да, чем больше вы настаиваете на том или ином блоге, как правильно Петр Алексеевич сказал, такое впечатление, что вы его продвигаете здесь. Мы разберемся. Спасибо за совет, да, мы на него посмотрим и, может быть, его пригласим. Я не думаю, что блогер Стас Ай как просто может дать нам информации больше, чем Игорь Ашманов, например. Да, или Наталья Касперская, или Ильдар Муртазин, да, или кто-то еще. Другой взгляд чуть-чуть, ну вот в простые времена, которые наступят, я уверен, мы обязательно к этому вернемся, к этому другому взгляду. Давайте сейчас посмотрим брифинг Коношенкова, Министерства обороны, и там как раз у нас будет уже новый наш гость. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Смолениново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка и Замоловка. Продвижение составило 6 километров. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирная. Подразделения народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в городе Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города Новоселовки, поселке Моряков, Освяхими, и на востоке в Найденовке и Азов-Кольцо. Вчера, около 17 часов московского времени, на проспекте Победы в городе Мариуполь военнослужащие ДНР столкнулись с подразделениями украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита. Обнаружив бойцов народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито 4 и ранено 5 мирных граждан. Бойцами народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были вывезены через район Виноградная из Мариуполя на подконтрольную территорию. Всем им оказана необходимая помощь. Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Урожайная, Новодонецкая, Новомайорская, Дорожнянка, Загорная и Черевное. Вчера вечером истребительная авиация ВКС России и войсковой противовоздушной обороны были сбиты еще 3 Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе города Полтавы, 1 Су-25 в районе Гостомеля и 2 вертолета Ми-24 в районе Макарова, 8 беспилотных летательных аппаратов, в том числе Байрактар ТБ-2. Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса Буком-1 и 2 радиолокационных станции Вооруженных сил Украины. Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 82 пункта управления узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, Буком-1 и ОСА, а также 76 радиолокационных станций. Уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.
Сегодня с 10 утра московского времени объявлен режим тишины и открывается 6 гуманитарных коридоров. Один из Киева в Гомель, 2 из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, 1 из Харькова в Белгород, 2 из Сум в Белгород и в Полтаву. Детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. На период открытия гуманитарных коридоров вооруженные силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов. Так, да, вот мы посмотрели брифинг Министерства обороны. Соответственно, тут же пришла новость. Войска Луганской Народной Республики продвинулись еще на 6 километров за сутки. Движение идет, оно не быстрое, ну а как? Там же, в общем, серьезно идет сопротивление. Сейчас мы ждем нашего гостя, который будет в 12:30. Я надеюсь, я пока не слышу, как там происходит контакт с ним, но я надеюсь, что сейчас он будет. Отлично, подключаем. Я 2 сообщения еще прочитаю. Илья Бунаков отправил 100 рублей про международный трибунал-то я понял, но ведь мировая общественность нам может сказать, что все доказательства сфабрикованы, а судебный процесс нелегитимен. Что делать-то тогда? Илья, поясняю. Вот у меня в Инстаграме есть пояснительная бригада, так называемая, да, которую я делаю вот неделю уже, и вроде как хорошо получается. Там у нас уже миллионы просмотров. Вот там я объясняю, что мировая общественность, которую вы имеете в виду, это 1/8 в лучшем случае, а то и 1/16 от населения нашей планеты. Ну, скорее всего, 1/8 в данной ситуации, от которой отколется после этого трибунала еще половина, я уверяю вас. А остальные 7 миллиардов, они, собственно говоря, к этой мировой общественности никакого отношения не имеют. Поэтому, пожалуйста, смотрите карту, считайте людей, да, и Европа и США это не весь мир. Вот в чем вопрос. Елена отправляет 300 рублей на благие дела, зато вы знаете Сергея Лукьяненко, это писатель-фантаст с мировой известностью, при этом с патриотической позицией, предлагаю его позвать. Да, вот Сергея Лукьяненко я бы с огромным удовольствием позвал, и если у наших продюсеров будет хотя бы малейшая возможность это сделать, я был бы очень рад. Я думаю, мы поработаем над этим вопросом, потому что Сергей, на мой взгляд, гениальный писатель, прекрасный мыслитель и философ, которого я очень сильно уважаю. Еще и наш абсолютно наш человек. Вот просто на шее не бывает. Так, сейчас пока мы технически тут решаем вопросы с выводом нашего гостя на экран, я дозанимаюсь немножко нашими сообщениями. Спасибо еще раз, что нас поддерживаете. Да, вот у нас появляется сейчас наш гость. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Мы сейчас поговорим про энергоносители и про все вот это. Вот здравствуйте, Сергей, добро пожаловать в изоленту. Я так понимаю, вы впервые, да, у нас? Да, у нас впервые. Ага, ну и отлично, я надеюсь, что не в последний раз. Сегодня у нас с утра, ну даже наш чатик, в котором сейчас очень, достаточно много народу, там порядка 10,5 тысяч человек нас сейчас смотрят, разрывается от цен на газ. Ну, понятное дело, что это все условно относительно и не сейчас, а фьючерсы и прочее. Скажите, вот общая обстановка, какова сейчас, ну, не с рыночной точки зрения, скорее, даже не с ценовой, а с перспективы, со стороны перспективы. Чего ожидать и как реагировать на все на это? Ну, собственно, ключевой риск – это ограничения, связанные с поставками наших энергоносителей. И этот ключевой риск мы видим как раз в ценах, которые сейчас и по нефти, и по газу все на максимум находится. Пока этого не случилось, все еще более-менее, но рынки уже сейчас закладывают все эти риски в стоимость. Если это будет реализовываться, то, конечно, мы увидим еще более высокие ценники. Я думаю, там и нефть будет за 150, и газ уже не 3, а может быть к 5 тысячам долларов уже пойдет. То есть ситуация крайне тревожная, причем больше всего здесь страдают как раз потребители, то есть те, кто вводит санкции. И это все выльется в конечном итоге в огромную инфляцию, которая никогда не была, была когда-то, наверное, да, может, во время Второй мировой войны. Но последние лет 50 такого не было ни в США, ни в Европе. Они все ближе и ближе вот к этим цифрам, которые были характерны как раз для времен Второй мировой войны.
Мгм. А европейская промышленность, давайте сейчас про Европу пару слов скажем, потому что санкции европейские сейчас гремят погремухой над нами, ну, скорее теперь уже над ними, как мы понимаем, да, сейчас это обсудим. Европейская промышленность и частные потребители приблизительно в какой пропорции зависимы от нашего газа? То есть, насколько серьезно это ударит по простым людям, которые там живут, и по промышленности крупной, которая там работает? Ну, европейцы где-то на 40% зависят от наших поставок. Вот. Это разные годы было там, 160 миллиардов кубометров, было даже и под 200. Но в любом случае цифра такая, которая соответствует ну, где-то 1/3 минимум всего мирового рынка сжиженного газа. То есть все говорят, вот давайте заместим Россию чем-то другим. Но вот, чтобы заместить, нужно просто весь рынок сжиженного газа переориентировать на Европу, что сделать невозможно. И самое это важное, что помимо цен на газ, это все толкает еще цены на электроэнергию вверх, потому что электричество же тоже из газа получается. А вот цены на энергию, они точно сидят в стоимости любого товара и услуги, и они вот, точно повлияют на все процессы. А европейский потребитель почувствует это на своем кармане как-то, или государство это все компенсирует, чтобы избежать социальной какой-то нестабильности? Как это в Европе проходит, процессы вот эти? Ну, еще в прошлом году европейские правительства начали выделять там многомиллиардные субсидии для того, чтобы компенсировать отчасти рост цен за услуги ЖКХ, скажем так. Вот. Я думаю, что в апреле, когда люди будут оплачивать уже счета за март, они ну, сильно удивятся, насколько они выросли даже по отношению к январю. Хотя январь тоже такой месяц не самый маленький был по ценам, но все равно. То есть тренд, он, конечно, такой негативный, и субсидии придется только увеличивать. Отдельные отрасли промышленности, в принципе, уже схлопнулись в Европе. То есть там производство удобрений из газа ну, уже давно не рентабельно, все остановилось. И мы видим даже физическое снижение потребления в Европе, именно потому что цены очень высокие, просто не все могут потреблять такой дорогой ресурс, как газ. Ну, то есть, грубо говоря, мы сейчас там можем цинично утверждать, что определенная нестабильность в Европе будет в связи с этим. Почему цинично? Я никогда не ехидствую над тем, что происходит с людьми, да, с простыми людьми. Но, в принципе, по большому счету, вот то, что сейчас происходит в Европе, как мне присылают сегодня, например, вот в машине, внутри машины российский флаг, машину из баллончика обливают черной краской, пишут там, типа, дырявая русня и всякое такое. Я штук, наверное, 20 таких фотографий получил от разных людей из Германии, из законопослушной Германии. Вот. И как-то вот хочется понять, они как-то вот за это сейчас понесут ответственность, но вы сказали, что да, что их же собственные руководители сейчас и прикапывают их же собственное благосостояние, насколько я понимаю. А следующий вопрос. На наших потребителях как это может сказаться? Ну, то есть, вот сейчас мы тоже же счета получим, и там тоже есть газ. Хотя, конечно, честно говоря, там 450, по-моему, рублей в месяц я плачу за газ, ну, за свою квартиру, да, эта цифра, ну, такая не очень большая. Будет ли изменение у нас? Почувствуем ли мы на себе это? У нас это никак не сказывается, потому что у нас весь газ продается по тарифам. Тариф регулирует правительство. Каждый год они растут, конечно, но растут примерно в темпах инфляции, то есть пониже чуть, чем инфляция. И сейчас разница между там, ценой внутри страны и Европе, это уже там не 10, уже она там, 10, ну, там порядки уже, просто порядки. То есть, если у нас, условно говоря, это где-то, ну, по нынешнему курсу долларов, наверное, 40-50 за 1000 километров, а там 3800. Ну, что тут просто... Ну, 4, грубо, да, округляем да. до 4 и понимаем, да, что у нас 40, у них 4000. Да. Как-то так. Ну, то есть мы спокойно сейчас, как говорится, сидим и продолжаем жить в том же темпе, в котором жили, при тех же ценах, грубо говоря, правильно? Ну, да. Ну, плюс-минус инфляция. Плюс, конечно, это ситуация, что «Газпром» хоть и не продает газ на бирже вот по таким ценам, как мы сейчас видим, но в любом случае у него в контрактах есть составляющая биржевая. То есть выручка «Газпрома», она будет только расти, прибыль будет только расти. Вообще в этом году «Газпром»
получит такой финансовый результат, которого не было никогда в истории. То есть, если бы не обвал фондового рынка, наверное, акции «Газпрома» сейчас бы стоили, рублей под 500, наверное. Но это вот вечная загадка, понимаете, для меня это вечная загадка. Вот берем в одну руку Теслу, у которой прибыль там 1 год из 15, который ничего не производит своего, кроме программного обеспечения для своих автомобилей, и китайские батарейки внутри, да, которые взрываются регулярно. И при этом она растет постоянно, из года в год растет. Никакой собственности, ничего. Да? И тут, с другой стороны, «Газпром». Газопроводы, газоперерабатывающие станции, там перегонные эти подстанции, куча всего в собственности, имущества, неокр, безумное количество инвестиций, и «Газпром» падает на фоне этого. При этом цены на газ растут, цены на нефть растут, акции падают. Насколько... Парадокс. Ну, парадокс. Ручками делается этот парадокс, как мне кажется, чьими-то умелыми. Ну, зато, с другой стороны, отличное время для входа. Если кто-то хотел зарабатывать просто на дивидендах, отличная история, потому что дивиденды «Газпрома» будет больше, чем любой вклад, который сейчас там предлагают банки после роста процентной ставки. Просто из-за того, что стоимость акций низкая, а прибыль растет и растет. Да, процентное соотношение будет огромное. Едем дальше. Дальше, значит, у нас стоит вопрос. Элизабет Трасс выходит на днях и говорит: ребята, мы все придумали, все просто, элементарно, мы откажемся от русского газа. Все же, мы долго думали, наказывать Россию таким образом или нет, но тут вот придумали. В течение 10 лет мы откажемся от российского газа полностью, а сейчас будем судорожно отказываться частями. Как вы оцениваете это заявление? Что с ней? Что в нем не так или все так? Ну, там действительно на прошлой неделе было предложение 10 шагов, как отказаться от российского газа. Разные шаги, по-разному можно оценивать. Действительно, отчасти их реализация будет снижать зависимость Европы. Но там есть такие шаги, которые, не знаю, насколько нашим гражданам покажутся нормальными, там, для того, чтобы меньше употреблять российского газа, снизить температуру в ваших домах. Это очень эффективный способ отказаться от зависимости от российской. Ну, такой, конечно, так себе способ. Давайте вообще отключим отопление и полностью вообще сможем тогда отказаться. Да, совершенно верно. То есть, это способ на грани выживания. Они, конечно, будут пытаться дальше развивать и зеленую энергетику, и все остальное, но ведь газ важен чем для них? Газ – это резервный источник для их электростанций. Вот там, прошлое лето было показательное, когда ветер практически ушел, и ветровые электростанции стали мало вырабатывать энергию. Уголь и газ спас как раз энергетику Европы, иначе бы просто энергии бы не было. И сейчас они вынуждены, в ситуации особенно высоких цен на газ, активно использовать уголь. То есть эта политика по декарбонизации, зеленой экономики привела к тому, что потребление угля только растет. Вот. И прошлый год был рекордный, и, судя по всему, этот будет еще более рекордным по потреблению угля. Поэтому один из шагов, как снизить зависимость, забыть о декарбонизации на какое-то время. На 5 лет, может быть, на 10 лет. В общем, способы, так себе способы, конечно. Ну да. Но возвращаясь, кстати, интересно, да, такой переход, как раз я и хотел об этом тоже поговорить. У нас по углю активный же производитель электричества – это Китай. То есть они делают суперсовременные угольные электростанции. Кстати, выставляют это скорее как свой плюс, безусловный, и в том числе и в вклад в декарбонизацию. Ну, то есть у них получается. Я тут смотрел, я в этом слабо разбираюсь, но смотрел документальный фильм про угольные станции китайские, что там прям какой-то космос с точки зрения технологий и чистоты производства самого. А в Европе все происходит наоборот. То есть заколдованные зеленой энергетикой европейцы массово отказывались от угля, от угольных электростанций, что-то замораживали, а что-то и сносили. Да? И вот сейчас пришли к тому, что, в общем-то, угольное электричество, оно необходимо. Как сейчас обстоит этот рынок? Растет ли продажа угля и где они этот уголь берут? Потому что ведь, опять же, у нас и у Казахстана, насколько я понимаю. Берут они действительно уголь у нас, и как раз это тоже один из рисков, влияющий на стоимость газа, в том числе.
потому что они же хотят не только отключать газ от России, российских, да, но и нефть, нефтепродукты, и про уголь активно идут разговоры. И цены на уголь за последнее время выросли тоже не слабо, это, я бы сказал, многократно относительно того, что было до этой ситуации. Поэтому сейчас все энергоносители выросли до такого уровня, которого не было никогда. То есть исторические рекорды. И если они, условно, откажутся от российского угля, то цена будет еще выше. Потому что, собственно, добыча угля у них снижалась все время, потому что они закрывали шахты, они закрывали угольные электростанции, сейчас они перестали этим заниматься, то есть у них нужно иметь какой-то резерв, но уголь-то нужно получать откуда-то. Даже Польша, угольная как страна, там добыча угля есть, она в России покупает уголь. Да, красиво, да, то есть одной рукой мы Россию ненавидим, санкции накладываем, другой рукой покупаем энергоносители и не дай бог отключиться от этого по какой-то причине, да, потому что тогда все накроется сразу. Я когда-то ездил в путешествие, ну, путешествовал много по Европе и был в Гельзенкирхене, это такое угольное место, которое процветает, это был один из самых процветающих городов, маленький, но безумно богатый в свое время, а потом я приехал, а там угольные шахты все закрыли. И на глазах город увял, ну, то есть он превратился просто в обыкновенную немецкую деревушку, где бюргеры вечером на последние пьют пиво. В буквальном смысле. То есть там вот либо пенсионеры, либо люди, которые просто вот ничего не делают. Потому что там делать особо нечего. И сейчас, я думаю, они начнут возрождать это. Потому что, конечно, вся эта зеленая зеленым, но жить и топиться хочется. И получать энергию. Так, у нас что такое-то пропал гость наш. Не успел я задать важные вопросы. Да, попробовать. Ну, на самом деле, мы уже практически завершили разговор. Надо сейчас тогда просто будет закруглить, потому что я хочу еще прочитать сообщения, которые и новости. А вот к нам Сергей вернулся, только почему-то вот так. Вот так. Окей. Да, вот так, прекрасно. Спасибо большое. И, наверное, последняя тема, которую я хотел на сегодня поднять, это восточное направление. Да, восточное направление у нас Китай, куда у нас лежит сила Сибири, газопровод, насколько мы помним, и Япония, которая заявила сначала, что готова отказаться от российской нефти, потом заявила, что не заявляла такого. Какие у нас дела с Японией? Давайте с Японии начнем. Это серьезный для нас игрок на рынке закупок наших энергоносителей. Насколько для нас это важно? Японцы активно покупают наш сжиженный газ. Вот. Более того, когда там пошла история, о чем заместить Россию при поставке газа, японцы сказали, да мы отдадим весь свой газ, который к нам идет. Вот. Самое смешное, что там он тоже часть российский. Вот. Поэтому, даже конечно, в Америке, японцы... я так понимаю, тоже присутствуют наши энергоносители. Да, американцы активно покупают нашу нефть сорта Urals. Это не какие-то маленькие объемы, это сотни тысяч баррелей в сутки, потому что они закрыли для себя Венесуэлу, а их нефтеперерабатывающие заводы, они работают на тяжелой нефти, ну, похожей на Urals. Поэтому они за последние годы в несколько раз увеличили закупки нашей нефти. Вот такой парадокс. А мы еще сейчас под себя забираем Венесуэлу, и в итоге они будут венесуэльскую нефть покупать через нас. Но это вообще будет лучший вообще расклад, какой только мог быть. Когда мы сконцентрируем вокруг себя все гонимые страны мира, на которые наложены санкции, заберем их энергоносители и будем их продавать через себя. Великолепно. Просто. Причем да, сами будучи под санкциями. Сюда еще Иран бы добавить, и тогда точно... Да. Все будет вокруг нас. Да. Возвращаемся к Востоку, да, Япония, понятно, Китай. Я так понимаю, что Китай для нас, помимо того, что стратегический партнер, еще и очень хорошее место, куда можно сливать то, чего не уже, ну, например, из-под санкций, ну, вдруг не пойдет в Европу. Это так? Да, с точки зрения нефти это так, потому что мы и так в лидерах по поставкам нефти в Китай, но китайцы сказали, если там вашу нефть не будут покупать в Европе, мы купим с удовольствием ее для своего рынка. То есть они просто заместят, допустим, какую-нибудь саудовскую нефть, вот, и купят российской больше. По газу ситуация похуже, потому что у нас всего лишь одна труба сила Сибири, она сильно меньше
того, что... Да. Она сильно меньше того, что поставляется в Европу. Конечно, объемы несопоставимы. Вот, поэтому по газу тут они и не рискуют пока что-то говорить в этом отношении. Вот. А по углю, тут тоже найдутся страны мира, которые купят уголь. Просто будет все сложнее с потребителями, но, я думаю, найдем. Ну, то есть пока картина пессимизмом не пахнет, скажем так, да, про оптимизм посмотрим на длинной дистанции, там хотя бы месяц, такой средний-длинный, от 3 месяцев до года, посмотрим, что будет, да, а дальше уже будет картинка вырисовываться стратегическая. Сергей, спасибо огромное вам за ваш экспертный комментарий, за ответы прекрасные на вопросы, сложные достаточно. Я надеюсь, мы еще продолжим наше сотрудничество и увидимся в рамках нашей программы. Хорошей вам недели. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Так, ну что, мы тогда начинаем постепенно завершаться. Сейчас я прочитаю комментарии, которые у нас есть. Дмитрий Кузнецов, 200 рублей. Почему Невзоров резко начал поливать весь русский народ известной субстанцией, и почему он еще не сбежал? Вы знаете, Александр Глебович Невзоров, за которым я слежу очень давно, еще со времен 600 секунд, когда он только появился, он проституировал всегда. То есть, вот в Петербурге, чтобы вы понимали, кто не живет, это человек, которому руку нормальные люди не дают. То есть, вот встречается какая-то, там, не знаю, награждение какими-то премиями, тусовка какая-то и так далее. Стоит там человек 200, выпивают шампанское, разговаривают, обсуждают какие-то дела, политику, заходит Невзоров, люди делают вид, что его не замечают. И только маленькая группа людей, и она вокруг него как-то там вьется, не знаю по каким причинам. Знаете, Невзоров был глубоко религиозным человеком, потом он стал сатанистом, он был глубочайшим патриотом, потом он стал русофобом, он был за Березовского, потом был за Гусинского, потом был там еще за кого-то, потом он был советником губернатора Санкт-Петербурга, потом был советником тех, кто против губернатора Санкт-Петербурга. Понимаете, как Александр Глебович — это такая престарелая проститутка с достаточно большой аудиторией тех людей, кто очень любит быть вокруг проституток. Вот так вот. Поэтому как к этому относиться, каждый решает для себя сам. Я Глебовичу руки не подаю, когда мы видимся в тех или иных местах. Юлия отправила 1000 рублей на поддержание канала. Спасибо большое. Аноним 1000 рублей. Харри Кейн 200 рублей. Работаете, братья. Спасибо вам большое всем, кто поддерживает канал. Еще раз напомню, что в отсутствие монетизации Ютуба нам эти деньги нужны еще и на поддержание нашей жизнеспособности, жизнедеятельности. И мы сейчас расширяем наше вещание. Поэтому спасибо, что помогаете, задаете платные вопросы и просто присылаете нам деньги. И, конечно же, мы помогаем вместе с Дмитрием Юрьевичем Захаровым и храмом Воскресения Славущего на Успенском Вражке, помогаем пострадавшим на Донбассе и кормим бездомных в Москве. Юлия отправляет 400 рублей. Спросите Сергея, что он думает о том, что американцы поехали договариваться с Мадуро. А что тут думать? Тут все, по-моему, абсолютно очевидно. Американцам сейчас нужно ронять цены для себя и поднимать цены для других. То есть купить дешевле, продать дороже. Америка про деньги. Самые большие запасы нефти находятся в Венесуэле. Логическая цепочка замкнулась. Я думаю, что тут, конечно, скорее будут с нашими разговаривать венесуэльцы после того, что американцы пытались там сделать. Посмотрим. Владмук 100 рублей. Тро, посмотрите телегу. Это по поводу субтитров к видео. Обязательно посмотрю. Спасибо большое. И последнее, что сегодня прочту. Дмитрий Д. 10 евро. Живу в Германии. Дискриминацию лично ко мне пока не встречал, но она есть. На работе многие настроены положительно к России. Слава богу, дай бог, чтобы люди прозревали постепенно и чтобы все было хорошо у нас. Мне кажется, что все-таки на этом построен мир, на справедливости, в первую очередь, на справедливости. И когда одни люди начинают ставить других ниже себя, и когда на грудь нашиваются либо звезды Давида, либо красные звезды с серпом и молотом, либо все что угодно, это значит, что одни люди просто
подохренели по отношению к другим. А вот все вот такие события, история, она расставляет по местам. И любой геноцид, любое принижение одной расы и другой, потом рано или поздно оборачивается обраткой. И эта обратка зачастую превосходит даже те условные плюсы, которые могли бы быть получены от этого геноцида, расизма и прочих всяких разных вещей. И вот мы сейчас видим, что русских пытаются поставить в положение евреев 30-х годов прошлого века. Надо нам это или нет? Я думаю, нет. И то, что мы сейчас, вот Алексей Борисович Миллер сегодня письмо разослал от своего имени всем сотрудникам «Газпрома», которых почти 500 000 человек, 500 000 сотрудников, да, о том, что сейчас настал момент, как никакой вообще ранее, объединиться вокруг идеи, вокруг государства и вокруг друг друга, да, помогая друг другу и всячески поддерживая. И я уверен, я лично от себя уверен, что русские люди, они как раз этим и сильны, и что в трудную минуту мы объединяемся, сплачиваем наши ряды и противостоим единому врагу. И с толку нас не сбить. Мы потом опять можем раздолбайничать, опять можем все прокакать, как это было после сталинской эпохи в хрущевскую. Мы опять можем, там, не знаю, стать слабыми и ранимыми, но в момент, когда вокруг нас сжимается кольцо, мы очень сильные и сплоченные. А крысы с корабля бегут и скоро убегут окончательно. Их очень немного. Поэтому держимся, работаем. И делаем все на благо государства. Сейчас как никогда наступил тот момент, когда нужно поработать на благо государства. На любом квадратном сантиметре, где бы то ни было, не на себя, а на благо государства. Будь то эфиры, будь то информационная война, будь то простая война, будь то завод или там что-то еще. Вот не доплачивал где-то налогов, доплати. Доплати, это пойдет на пользу сейчас. Вот именно сейчас, там, не знаю, не доделывал чуть-чуть, доделай. Халявил, перестань халявить. Соседа недолюбливал, долюби соседа, потому что он такой же русский, и сейчас мы как никогда не должны между собой, извините, сраться. Вот такое у меня мнение. Михаил Д. стал начинающим изолятором. Спасибо большое. Есть платная подписка на наш канал. Как говорится, вам все равно, а нам приятно, это поддерживает нас. И еще одно сообщение, 1000 рублей, капитан Фантастик. Горжусь своей страной, горжусь своим президентом, горжусь ребятами, которые отдают свои жизни, чтобы мы жили под мирным небом. Работайте, братья. Спасибо огромное и увидимся мы вечером. Сегодня мы начинаем вещание, по-моему, в 18. Поправьте меня, дорогие режиссеры. Да, в 18:00 мы начинаем вечернее вещание. Будет очень интересно. Поэтому будьте с нами. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что подписываетесь на Изоленту. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. И телеграм-канал Изолента Лайв тоже обязательно подпишитесь. Потому что если что-то случится с Ютубом, то мы на Рутубе, на который там ссылка есть в чате, и в Телеграме обязательно объясним вам, где мы будем продолжать наше вещание. Но пока с Ютубом все хорошо. До вечера. Пока.